И только в тот момент, когда я подумал о деньгах, вот все пошло наперекосяк. Никогда не думал о деньгах. Да, там пробивали контракты, все это, но никогда во главу угла это не становилось у меня. Уэльсу проиграли, когда они там рюмочки разлили, такие, чтоб у Уэльса 2 на допинг поймали. В тот момент хотел сказать: Сэн, я хочу остаться, знаешь. Сейчас вспоминаю, блин, честно, уже тяжело. А тогда было, прикинь. Дальше мы переходим к Арсеналу. Я так понимаю, что еще за где-то год до того, как ты расстался с Штутгартом, уже тобой интересовался Арсенал, но ты сразу не перешел в Лондон. Да. Не отпустили. Но это, получается, вот история была с Замером, Да. что Замер тебя не хотел, он приходил только при условии, что Глеб остается, Да. а у тебя было предложение от Баварии, от Арсенала, правильно? Да. И кто-то еще, наверное, был точно. Ну, скорее всего, были. Предложений много было, но рассматривали-то... Только топов. Да. И кто на тебя выходил из Арсенала? Арсен Венгер сам или руководство? Да, Арсен Венгер. Он связался, мы встретились во Франкфурте тоже, в отеле. Поговорили. Говорит, вот слежу, хочу. Тебя в этом году не отпускают. Говорит, но в следующем мы тебя заберем. Ну, так и было. А не было такого, типа, ну, посмотрим еще, кто заберет меня в следующем году? Да не, ну, честно, Арсенал мне по игре очень нравился. Я так отслеживал. Понятно, что это уровень Баварии тоже. Ну, Бавария даже, мне кажется, во многих моментах тогда выступала поинтереснее, даже получше. Вот, но мне нравился этот вариант. А переезжать в Англию не страшно было? Условно, Германия, ну, это разнится футбол? В любом Конечно. случае. Многие говорят, что после Германии там приезжать в Англию, Швайнштайгер тот же приезжает в Манчестер, не заиграл в Юнайтед толком. Он попозже Балок приезжал в Челси, не, условно, не заиграл толком в Челси. Ну да, да, на том уровне, как это. Да, как это... Не, ожидали. конечно, тяжело. Это в любом случае... Балок с Баварии-то уходил. Все равно Штутгарт это как бы уровень ниже гораздо. А я на то время просто вот перед собой ставил всегда цели. Вот, блин, знаешь, заиграть. Вот сперва в Батэ попал, потом в Батэ, типа, стать основным. Конечно, быстро что-то в Батэ это все произошло и уехал в Германию. Ну, вот постоянно, даже я уже рассказывал, момент был, Ральф Рагник сделал в лесу какой-то тест, такой психологический, командный такой team spirit. Там дерево такое высокое, и туда надо было, вот каждый футболист должен был залазить со страховкой. Но страховали тебе игроки, какие-то профессионалы, которые этим занимаются. Вот игроки. И там где-то в 3 метрах висела качающаяся такая перекладина. И вот надо было прыгнуть. Там кто-то залазил, слазил, кто-то там прыгал, не допрыгивал, знаешь, но все равно там страх. Это кажется, там, вроде отсюда снизу смотришь, а туда залезешь, ну как-то потрясывает. И вот тоже там залез там, сразу. Я заиграю в этой команде. И прыгнул, все. Потом Балаков мне спустя годы вспомнил это, да. Я думал, знаешь, для себя крикнул в небо. И все. И вот так и ставил постоянно перед собой цели. И только в тот момент, когда я подумал о деньгах, вот все пошло наперекосяк. Никогда не думал о деньгах. Да, там пробивали контракты, все это, но никогда во главу угла это не становилось у меня. Хорошо, ты приезжаешь в Арсенал. Там, ну, это супер команда, которая еще совсем недавно становилась чемпионом. И, как ты сказал, ну, это команда, которая очень здорово играла. Мне кажется, самая интересная по игре команда премьер-лиги. Да, да, так и есть. По игре самое интересное. Там фанатов больше всего. На стадионах это единственная команда, где билета практически вот не найдешь на игру. Я не знаю, кого там надо поднимать. А когда приезжали друзья, родственники? Ну, игрокам-то выдавали. Игрокам давали. Да. Там какую-то ложу, поскольку 4 билета вроде давали. Ну, там, знаешь, у Ну, кого-то семья не приехала, есть, ты да. у ребят там есть возможность, дают. Но это был Хайбери, старенький стадиончик. Да, он действительно очень старый, маленький. Там реально настолько это компактно. Там одно касание... Я тебе говорю, 2 это максимум, и то не успеваешь 2 сделать. Очень все быстро. Все, блин, на таком пятачке находятся. Вроде мяч принимаешь, они около тебя уже все. Там, ну, адаптация нужна была, конечно, после Штутгарта. Во-первых, я привык в Штутгарте как лидер. Больше на себя брал инициативы, вел игру, знаешь, в атаку.
А здесь приходилось перестраиваться. Тут игра очень быстрая, 1-2 касания, знаешь. Тем более были свои лидеры, такие как Анри, Роберт Пирес. Там, ну, Беркамп, он, ну, меньше играл, но... Уже завершал Беркамп. Да, но он, конечно, просто невероятный. Не, Фредди, да, такие все шустренькие. Венгер именно подбирал футболистов таких креативных, техничных, быстрых. Там медленных практически не было вообще, там, знаешь. Все такие... Я вот помню тебя в Арсенале как игрока справа. Почему-то вот у меня больше так, не знаю, может быть, я не прав. Так он же играл 4-4-2 там в основном. Да, и ты как правый полузащитник играл. Но в Штутгарте, мне опорника кажется, у тебя- я бы не сыграл, наверное. Хотя, В может. Штутгарте у тебя была другая позиция, мне кажется, да? Ну, в Штутгарте я играл, в принципе, и впереди. Там бывало там и с краю, бывало и под нападающим, бывало и как вторым нападающим, ну, знаешь, оттянутым. Ну, везде как бы пробовал в атакующей линии. Какая твоя любимая позиция? А честно, я все равно же перемещался по полю. Занимал там позицию при обороне, там старался свою занять, но не успевал, там взаимозаменяемость работала. Это ж не надо там кого-то уговаривать, знаешь. Видит и бежит, блин, там. То же самое у меня. Я там вижу, человек возвращается в свою позицию через все поле. Там, я говорю, вот здесь, сам побежал, занял его позицию. Ну, там, до какого-нибудь стандарта, чтобы обратно поменяться. Поэтому так, как-то ну, перестроился спокойно вообще. Лево, право, там, под нападающим, там, оттянутым, везде мог играть. Ну, не центральным, правда, нападающим. Там, ну, это надо же... Конь какой был, цеплялся. Команда приняла хорошо, то есть по приходу? Или всем было тоже, как и в Штутгарте, относительно? Не, нормально, проще. В любом случае этот переход уже гораздо проще. Там и на немецком языке общались, там английский, что-то. Рассказал им стишок London Capital of the Great Britain, блин, вот это то, что в школе. Да, они, ну наш, блин, все нормально. Заходи. Ну, молодых ребят очень много было, поэтому гораздо проще. С Фабригасом изначально я... В автобусе, ну, просто все там, садись. А я на его место всегда сажусь. Он приходит такой, смотрит на меня, знаешь. А пацаны его подкалывают. Стой, ты малой, блин, на него. Я сижу так, вижу, понимаю, что это, наверное, его место. Ну, уже сижу. С тренировки он первый в автобус залетает и садится такой. И я подхожу такой, он такой, it's my. Знаешь, и у нас так. Но потом сдружились вообще там. Я, Фламини, он. Потом уже через год Росицкий подкатил. Так очень терлись вместе всегда. Но было уже легко. Но вопрос языка он же все равно оставался, да? Потому что ты на немецком 5 лет Да. не общался, и тут тебе нужно учить английский. Ну, клуб выдает на 2 года учителя. И вот к тебе приезжает учительница или учитель, и вот после тренировок, там 3 раза в неделю она с тобой занимается. Ну, и мне выдали тоже. Ирландка была женщина, очень любила сладкое. И разговаривала на немецком, на русском и на английском. Вот представь, на каком мы с ней учили английский. На русском. Сидя, а я знаю, что она сладкое любит. А знаешь, после тренировки там в Арсенале настолько интенсивно все было. Вот приходишь, ну, так заморачиваться. И она что-то, раз, я шоколад, чик, ей. Я говорю, ну, как у тебя дела? Ну, знаешь, на русском. Она такая, Александр, ну, у нас... Так, ну, давай хоть полчаса. Я говорю, подожди. Ну, давай вот расскажешь мне. Как еще? У тебя муж? Кто? Ну, это знаешь, бытову. Так проходит время, такая. Ну, в следующий раз я. Конечно. Я уже тортик в следующий раз. Ну, знаешь, вот так. А потом вижу, уже сладко не работает. Один раз даже такой PlayStation играю после тренировки. Ну, просто звонит. А пол скрипит, все старое в квартире. Я уже на цыпочках. Иду, в глазок раз, она... Спускаюсь, а я жил на первом. Ко мне можно было вообще с улицы зайти. Знаешь, окна открываются, как, ну, двери. Я лежу, играю. Стыдно, да. Ну, блин, игра очень интересная была. И я так слышу, дверь в моей комнате в соседней открывается. Пульт. Вырубился. Подходит такая. Алекс, знаешь, как бы здание потерял. Алекс. Она с охранником. Он спит. Хорошо. Не будем мешать. Знаешь. Ну, правда, потом начал заниматься, но проще. Но, знаешь, устаешь. Все-таки там в каждой тренировке выкладываешься больше, чем в игре. И устаешь больше, чем в игре. И приходишь, вот, знаешь, хочется отдохнуть. А тут... Еще и английский. Да, надо учить. Но все ребята через это проходили, да. Я тоже.
Ну, разговорную речь выучил, я там уже не углублялся, чтобы там, знаешь, в институт поступать в какой-то. У меня вопрос. Надо было. Вот когда игроки мирового уровня играют в приставку, за кого вы играете? То есть за свою команду или какую-то там другую собираете? Я в футбол вообще не любил играть. что Я ты больше в эти... Шутеры? А? Шутеры? Да, Да? абсолютно. Call of Duty? Очень любил. А если футбол все-таки? Футбол что-то у меня не получалось. Меня что-то все обыгрывали там. Не твоя игра, да? Ну да, что-то мне больше в хоккее. Как-то в хоккее у меня больше в игре получалось. Футбол что-то всем валился. Неинтересно. А в хоккей никто не играл больше практически. Не, ну в хоккее там с кем-то играл, с малым играл, его обыгрывал постоянно. Раньше, знаешь, футбол был, вот когда еще в Штутгарте 2002, когда, знаешь, это этим треугольничком нажимаешь, и он бегает быстро, этот твой. И я, вот это мне нравилось. Я одним игроком малого просто оббегал. Он еще злился. А потом что-то посложнее стало. Но, короче, не, футбол не мое. Давай немножко поговорим по поводу перехода из Штутгарта в Арсенал и в плане тренеров. Потому что Магат — это силовой футбол, это физика. Так, подожди, после Магата был Замер еще, да? Какой там был футбол, то есть после Магата? И Ну, потом Венгер, вот Пускай этот вот даже переход. Замер, но все равно, мне кажется, переход был, и ты его ощутил. Я про то, что стиль был совершенно другой, который тебе, мне кажется, даже больше подходил. И там больше такого игрового было, там все эти перемещения. Тактика, Не, наверное, ну, другая была. в любом случае, конечно, да. Замер нам тоже очень понравился. Вот знаешь, на самом деле, вот когда был Магат, все такие, скорее бы он сменился, сменился. А вот там, прошло 5 лет, когда он анализировал, он очень много дал нам, всем молодым футболистам. Вот закалил по характеру, знаешь, как к будущим свершениям, вот подготовил даже вот к терпению какому-то, вот, характер проявлять, даже в тех тренировках до конца просто рубиться. Ну, знаешь, как, все вызовы можно преодолеть, если вот просто верить в себя. Вот заложил такую основу, фундамент. И, конечно, это уже со временем только поняли. А тогда мы хотели, чтобы сменился. Он в аварию ушел. Замер пришел. Замер мне очень нравился. Очень такой эмоциональный, вот заряженный тактик. После Магата сборы с ним, это была вообще фаза. Знаешь, все на датчиках, и там пульс вот дается, с которым на сборах надо бегать час. Это Полар или какая-то Полар, другая система? да, Полары. Ну, Полар, что там еще было в те времена. И Полар одеваем. А у меня, знаешь, движение начинаешь, и уже там 140, и я такой, ой, блин, там кто-то носится, знаешь, блин. Я тихонечко, и Замер навстречу, ты по своему пульсу? Я говорю, по своему тренеру. Он такой, блин, надо увеличивать. Я такой, да не надо, все нормально. Не, ну, более такой тактически подкован, грамотный, больше разбирал, больше вот анализ соперника, анализ своих игр вот присутствовал. Тоже нравилось. Но в Арсенал это вообще космос. Что там поменялось и как там было? Там уже не было вот этих разборов игры. У нас видео было 5 минут перед игрой только. Просмотр стандартов соперника, угловых, кто как действует. Буквально 5 минут. Вот я тебе говорю. Все, полетели от себя, исходили от своей игры. То есть вы не готовились к сопернику, Нет, исходя нет, от соперника? Нет, на предыгровой именно вот угловые стандарты разбирали, как действовать, как соперник действует, как подает, там, на какую ближнюю, дальнюю, кто кого уводит. Ну, вот это. И потом просто игра, и поехали. Так это как у Эдуарда Васильевича, играем в свою игру. Зачем разбирать кого-то? Не, Эдуард Васильевич, да. Как вот, блин, Уэльсу проиграли, когда они там рюмочки разлили, такие, чтоб у Уэльса 2 на допинг поймали. А я сижу там. Да, поймают. Не теми рычагами, да? Да, не, личность, да. Кто, возможно, тебя удивил из футболистов в Арсенале больше всех? Может, профессионализмом или уровнем мастерства? Все, в принципе. Поверь мне, там в тренировках вообще это просто вот хуже, чем в игре. Вот постоянное давление, постоянный стресс. Тебе никто никогда не уступал. Там просто вот не было такой агрессивной игры, как в Штутгарте, когда я пришел молодым. Там, знаешь, что грязной такой игры. Но очень жесткая, быстрая. Легкость была в том, что под тебя всегда 2-3 партнера всегда подстраивались. Ты просто знаешь и вот чувствовал, что вот
отдашь туда, там кто-то уже будет стоять. Знаешь, ты так периферическим зрением, да, оно у меня как бы нормально было. Я такой просто по экипировке, знаешь, там по жилету определял. Там. И у тебя открывание, ты в одном мог играть. У нас даже предыгровые игры вот, было 2 штрафных поля, такое, маленькое, да, и по ширине даже немножко уменьшено. В одно касание просто играли, и я тебе говорю, не заберешь. Поэтому там постоянное движение, интенсивность высокая, вот, такой накал, борьба. Когда Александр Глеб перешел в Арсенал, вся Беларусь стала болеть за Арсенал, мне кажется, в этот момент. То есть всегда такое вот происходит. У меня майка Арсенала появилась в году 2003, наверное. Это был Бергкамп. Какой Бергкамп был? Мне всегда просто интересно было, вот какой он как игрок. Он тогда уже заканчивал, понятно, он тогда легендой был Арсенала. Да. Но в целом вот он был вот тем старшим, который что-то передавал вам, молодежи? Или у него, или там уже не было такого? Нет, ну, знаешь, он больше общался либо со стариками, либо вот в Ампирсе. Он же тоже голландец, и он там, да, они так больше общались, он ему там где-то в каких-то моментах подсказывал, тем более они там практически на одной позиции, я имею в виду оба нападающих таких, да. Но Бергкамп это волшебник, я тебе говорю, вот движение, вот как он, этот прием мяча в разных так, ситуациях под давлением, как он красиво, элегантно выходил из этих сложных ситуаций, все делал, знаешь, я наслаждался очень. Как он Лемона провоцировал, знаешь, там Голландия, Германия, они же там, тебе говорю, там штрафную где-то наступит Лемону там, или ударит, знаешь, и убегает. Для меня это что-то невероятное. Я тебе говорю, этот гол с Ньюкаслу, как он забил, это как Тири говорит. Я не верю, что это он специально сделал, это случайность. Там же видно, что он специально это сделал. Так я тоже говорю, а он только улыбался, он даже не доказывал. Он только, ну ладно. По поводу того, что он не летал. Он всегда ездил на игры на машине? Да, это правда. За день или за 2 выезжал. Там Бусик был, вот за экипировку вот кто отвечал у нас. Вот он Бусик, там что-то форму. И там в Бусике кроватка или, я не знаю, что такая была. И они вместе добирались, спокойно садились. Он такой, я поехал. Все, мы в отель на самолете. Нет, да, боялся. Прикольно. Ну, прикольно, я согласен. Ну, а там были такие моменты, когда его там уговаривали, чтобы он полетел? Кажется, он же писали, что где-то он летал, но это очень редко он летал, если там уже невозможно было добраться. Ну, я не слышал этого, но, знаешь, он уже в том возрасте там заканчивал, мы сейчас уговаривать там или кто-то там уже, я думаю, пробовали, но, значит, комфортнее. Там, или если на игры какие-то и без него можно было, наверное, поехать. Да, еще, раньше, понятно, постоянно, а там уже, да, были моменты, когда там уже и где-то и не брали. Первый выход в футболке Арсенала в премьер-лиге. Угу. Как это было? Помнишь, как встретили болельщики? Или не было это такого яркого, наверное, чего-то? Если не ошибаюсь, Ньюкасл, может. Да, вот с Ньюкаслом. Там на замену выпустили. Вышло на минут 20, не помню. Мы выиграли, наверное. Да. У тебя еще были длинные крашеные волосы, кажется. Да. Милирование. Испортил волосы, да. Да, это, конечно, эмоционально было. Во-первых, знаешь, стадион в Штутгарте играли, там это наши советские эти с дорожками, вот это все, знаешь. А тут вот просто близко этот накал, те эмоции, там все чувствуешь просто, там позитивные, негативные, как там... Очень тяжело было первые разы, но собрался, там, прошел этот этап. У тебя первый год такой был достаточно скомканный, потому что травмы тебя мучили? Или нормально тогда? Я не помню. В Арсенале, да? Да, в Арсенале. Что-то было. Тем не менее, финал Лиги Чемпионов. Ты сразу неплохую команду... Да, в Арсенале было, точно. Я же за сборную поехал, и мениск эту операцию сделали, я восстанавливался. А это случайно не та травма, про которую ты говорил, что одна из самых сложных в твоей карьере? Вот на нее, из-за нее это все. То, что сейчас не играю, это вот мениск. Потом на нее же, это уже в Бирмингеме, опять же с этим коленом связано. И вот сейчас ее же, потому что мениск, который зашивали, он оторвался, уже колено блокировал. Короче, все из-за этой травмы. Она одна же. Да, но вот в любом случае финал Лиги Чемпионов. Да. Вот этот матч с Барселоной, это какой, 2006 год? Yes. Это было невероятно, это честно. космос. Первый год, ты что? И ты в основе еще играл? В основе, и все возле телеков просто... Топ. Атмосфера просто невероятная. Тем более, знаешь, прошли такие игры
И в групповой стадии, там дальше на 8-я, на 16, 8-я, там 4-я. И Реал был, и Ювентус, и в полуфинале, когда этот Лемон потянул, или он потянул, или тот промазал? Это уже не настолько, да. Но вообще было невероятно. А еще с Вильяреалом опять мне по ноге дали, и у меня там щелкнуло что-то в колене. И после игры оно так опухать начало. И я уже переживать, думаю, все, вот финал. Тут опять операция, опять восстановление, думаю. Поехал, снимки сделал, их там отослали в Америку. И потом приходит, говорит, просто 10 дней паузу дайте, и все нормально. Господи, спасибо. Видишь, немножко не повезло. Было удаление Лемона. Да. Как думаешь, если бы его не было, то был бы шанс? Знаешь, мне кажется иногда, что лучше пенальти назначили, не удаляли. И шанс был. Да шанс был и в 10-ром. Забей тогда Анри, когда ему передачку отдал, там 1 на 1. Я говорю, уже в Барселоне говорю, как, чё? Да я уже наелся, я устал, я уже сам не видел. Могли, вот забей, он 2-0, и, возможно, знаешь, дотянули. Но тут этот дождь еще пошел, и все это в ближнее залетело. Знаешь, опустошение было такое, вообще ничего не хотелось. Я там даже на 4 дня, даже пропал, он там просто уехал. Рыбачить? Ничего не хотелось. Даже не рыбачил, просто, не знаю. То есть ты как пропал из команды, или ты... Из команды, сезон, все. Мы приехали, там, знаешь, всех отпустили в отпуск. И как-то вот, сам, я не помню, куда-то улетел на 4 дня где-то. Ничего не хотелось, не слушай, знаешь, все там поддерживали, там, Саня, да, в следующий раз, там, это. Такие вот моменты. Хотелось просто одному побыть. Знаешь, это как вот, и тут, такое бывает. Вопрос такой по болельщикам. В Беларуси все сдержанные. По крайней мере, я имею в виду, если на улице кто-то узнает, то там, пошепчутся, что-нибудь там посмотрит, покосятся. Но вряд ли кто-то подойдет что-то. Считанные люди. Редко, считанные люди сфотографироваться или там попросить автограф. В Англии же, наверное, наоборот было. Что песни пели, Там друзья приезжали, когда там просто фанаты становились, и стоп, и песни начинали петь. Пацаны мои, и там... Если бы Инстаграм был вообще... Да, там совсем другая культура боления, и там они все просто раскрепощенные, знаешь. Разного было. Обращал внимание, когда первый, не знаю, там болельщик в майке Глеб и 13 номер там Арсенал? Или даже в Штутгарте? Да, первое время обращал. Первое время и в Штутгарте, не хотелось подойти и сказать, это я, и расписаться? Да нет, там узнавали. Это что, там даже... Нет, в смысле, они бежали. Все там по-другому. У нас как-то немножко... Да, у нас, потому что такая, это все... у нас все боятся, смотрят и шепчутся. А сейчас, кстати, подходит? Сейчас периодически, подходит. Закончил, видишь, подходит. Видишь, Александр, да? Сфотографируется. У меня сын, футболист, вот там. Распишешься, там, сфоткаешься, пожелаешь удачи. Саша, скажи, пожалуйста, еще по поводу финала Лиги Чемпионов. Там была какая-то установка от Венгера. Да. Что он тогда делал? Это мы сели к экрану. Он ничего по тактику так написал состав, кто играет. И включил телевизор. А там огромное такое, знаешь, как огромный залив. И там этих не пеликаны, цапли эти розовые. Фламинго. Фламинго, да. И их просто тысячи. И тут что-то какой-то шум, и они толпой начинают что-то, знаешь, там разгоняться и взлетать. Все такие... Что происходит? Да, и тут они, знаешь, взлетают, и тут в момент так музыка, и они вот косяком таким летят, знаешь, такой наконечник, и тут, знаешь, выстроились. И реально так чик, и волосики что-то встают, знаешь, так вот дрожь по телу, эмоции. Реально круто было. Сперва так, а потом... Он даже ничего не говорил? Ничего не говорил. А чем закончилось видео? Просто улетел косяк? Улетели медали получать. Серебряные. Серебряные. И еще момент. На Барселону тоже не было никаких разборов? Только не было, тоже установка. И потом у него тоже под музыку у Гвардиолы эмоциональное видео сезона, моментов, как забивали там, как радовались. Из футбола поставил своей команды, Барселоны. На лучшие моменты. И так, знаешь, эмоционально под музыку все это было.
И тоже чисто установка такая короткая была. Второй сезон в Арсенале ты уже становишься звездой. Мне кажется, уже тогда у тебя были предложения. Да там постоянно уже были предложения. Да, там кто-то же, выходил, конечно. да? Там и писали, и там какие-то интересы Реала, потом Барселона что-то, потом из Баварии, из Германии было. Кстати, вот период был, когда вот Травму получил за сборную и приехал, и ты знаешь, уже там же неделя играет роль в каком состоянии футболиста. Тут, знаешь, я выбыл на 2 месяца, а команда уже, там, знаешь, на пике, играет все. И тут реально момент такой тяжелый был психологически. Колено еще побаливает нам после операции. Даже вот вроде восстанавливаешься, болело. Дискомфорт был, знаешь, на 100% не мог, всегда чувствовал. Даже подошел к Венгеру и попросил, говорю, тренер, вы знаете, наверное, я в аренду ушел. В Германию вернулся вот на полгодика, типа обратно вот набрать уверенность, там, знаешь. Он говорит, ни в коем случае. Ты игрок моей команды основной. Я в тебя верю, знаешь, я тебе отвечаю. Колено прошло, я оттуда, с кабинета. Как фламинго. Да. Ну, Серебряная медаль. да, он такой психолог, он чувствовал каждого футболиста. Я тебе говорю, я вот такой спокойный отец. Он практически, я, наверное, за все время один раз его видел эмоциональным таким, когда он повышал там, голос. А так он реально подходит и говорит практически все, что ты вот на душе тебя беспокоит. Он, знаешь, анализирует то, как в тренировке, где-то, знаешь, ну, просто чувствовал. И потом вот подходит, ну, и ты такой, да, тренер, он такой, не переживай. А меня удивляло, вот, знаешь, я много раз сталкивался, там, тренера говорят одно, вот, ты будешь, ты шанс получишь, потом этот шанс, ты, там, игрок, когда, да, знаешь, вроде там какая-то товарняк или там кубок, который неважный, там это и то не ставят. И, ну, не с собой я просто видел. А вот Венгер вот всегда то, что говорил, то и делал. Вот там, знаешь, многие игроки, вот любого поставь на ту или иную позицию. Понятно, там Анри не брать, хотя даже когда Анри ушел, команда, мне кажется, даже во многих моментах играла лучше, потому что каждый мог что-то сотворить. А тут только Анри целенаправленно все искали. Знаешь, на нем 3 футболиста, все... Тут свободен 1 на 1 выходит, тут Андрей с 3, блин, и Андрей, знаешь, и вот такого как бы уже не было, и, может, даже поинтереснее играть начали. Он чувствовал, он каждого футболиста, потому что любого поставь, будет выглядеть не хуже, там, знаешь, тот, кто играет. Просто настолько конкуренция, и вот всем давал шанс, всем проявить. Вот как Лемон, ошибся 2 игры, мы потеряли очки. Пожалуйста, отдыхай. И Лемон сидел на замене, играл Алмуни, и хорошо себя проявил, и классно, и все. А этот злится, да, там мемуары пишет, там, вот, но ничего сделать не может. Это же Лемон пописал на поле, да? Да, в Штутгарте, да? Присел и Да. прямо на поле. Нет, чудной, блин. Ну, он вообще чудной, я так понимаю. Очень. Но вы хорошо общались. Да? Я его ненавидел в тренировке, просто, вообще, его все ненавидели. Он такой западло, знаешь. То на ногу наступит, то там, знаешь, вот это, ну, так. А познакомились потом просто в кафешке. Ну, мы жили в одном районе, там, в Арсенале, и как-то на немецком же общаемся, начали там разговаривать. Я говорю, что такое? Блин, ты же, говорю, классный парень. Алекс, запомни, в футболе друзей нет. Понял? Нету друзей. Я, ладно, все. Сказал и сказал. А друзья ж есть. Это у него нет. Ну, а после футбола, как раз футбол закончился. Не, нормально. Мы, кстати, с Лемоном вот периодически общаемся. Вот я говорю, звоню, там спрашиваю, как дела. Там... Был еще один в Арсенале момент такой сложный, когда Эдуардо сломал ногу. Ты был на поле? Да. Это нас очень подкосило, честно. Сложно было вообще в себя прийти после этого. И мы как бы, я считаю, что и чемпионство из-за этого и упустили. Команда очень хорошо шла, мы там с отрывом были впереди, футбол хороший показывали, и результат. И тут вот такое, ну, честно, всех подкосило. Это было из-за увиденного? То есть да. Из-за того, что какая травма была? Конечно. Ну, прикинь, и тут кости, знаю, из гетры просто, там собраться трудно было. А я вообще, знаешь, я там кровь, да, я там чуть не упал, белый хожу, так, дышка. Не, ужасно. И там потом мы узнали, что в Англии только 2 доктора могли операцию такую сделать. И одного не было в Англии, а второй на следующий день улетал в отпуск.
И вот прикинь, и он вот недалеко был. А так бы мог без ноги, блин, остаться. Ну, вот, хорошо, что вот так У случилось. него тогда был перелом и малой, и большой берцовой кости. Там вообще там все торчало, честно, это ужасно. И, конечно, такие моменты надо абсолютно пресекать и вообще наказывать. И там просто демонстративно чувак прыгал. Там отстранять, наказывать. Это ужасно. А почему ты считаешь, что это не дало вам чемпионство получить? Вы не могли абстрагироваться? от этого? Не могли, вот не поверишь, просто вот этот момент как в голове сидел, и все, вот как что-то надломилось в психологическом плане. Арсен пытался это как-то... Ну, страх, знаешь, какой-то вот тоже вот случилось, знаешь, и как-то по-другому все ощущения стали. Еще момент, то есть уже не по футбольному, допустим, там по бытовой жизни в Англии. Как тебе переезд из Германии в Англию? Ты же обмолвился, что все старое было, да? Да. Там, в домах. А вот, не знаю, внимание прессы большое, Да. ночная жизнь. Там же есть истории, где вы как-то возвращались по дворам с Лемоном. Да. Как-то... Что у вас было вне футбола? На мой круг общения это были... я же Фламини, говорю, Фабрегас. Фламини, Фабрегас, там Росицкий. Вот. Зеленые. Иногда Лемона брали, ну ладно. чуть-чуть. Не, ну один раз, да, взяли его. Вот. Ну, постоянно, знаешь, я чувствовал себя комфортно. В любом случае, это же все зависит от твоего круга общения. Я с этими ребятами, знаешь, не на одной позиции. Мы очень дружили, сплотились, друг друга очень здорово понимали и проводили очень много времени вне футбола. В ресторан выходили. Да, в клубы ходили, но вообще не злоупотребляли алкоголем. Вот просто. Я даже приходим после игры, в принципе, на следующий день выходной. Можно там... Нет, ребята воду пили. Я такой... Можно было это бы... наш, это... Ну, Саша, а вообще можно было бы, то есть если бы ты взял пиво, например, тебя же могли сфотографировать, например? ничего страшного, Ничего конечно. страшного. Но это в клубе было. Там репортеров же в клуб особо не пускали, они Ну там да. на выходе толпой, блин, стена. Не, ну понятно, ты должен себя контролировать. Конечно, если в говно выходишь, там тебя по-любому сфоткают. Там около любого клуба дежурили по 5, по 6 фотокуров. Да, и надо себя в рамках держать. А были такие надоедливые, кого ты уже знал в целом в лицо, кто там ходил за тобой? пытался? Да. Не, ну там, Как ну, вот там одни и папарацци те же, эти, их да? много. Ну, конечно, ты их и там видишь, и там везде их видишь, понятно. Там. Я же тебе говорю, вот сидели в ресторане, ну там сколько нас, человек 6-7 было. И просто ребята говорят, а давай зайдем типа в клуб. Ну, что-то идем. Я такой за угол заглянул, увидел, там толпа стоит этих уже. И я говорю, Йенс, подожди, жена звонит. Он такой, я пойду. Я говорю, да иди. Ну, я ему сразу сказал, я говорю, там, он нормально. И я только выглядываю, он уже с ними спорит. Я думаю, не, посмотрю пока, понаблюдаю. И тут Лемон выхватывает камеру там и бежит за этим фотокуром, блин. Я такой, не, блин, такси домой. И он мне потом звонит вечером. Алекс, ты дома? Я говорю, да дома. А ты? Он, и я дома. И если что-то, ничего не было. Я был с тобой в ресторане, проходил мимо клуба. Я говорю, да, Йенс, ради бога, конечно. Все. Не поднялась история дальше? Не поднялась. То есть команда могла пойти в ресторан или в клуб, и вообще алкоголя абсолютно не было? Да. Там единственный раз закрытие вот было сезона. Вот команда собралась, да, там винишко, просека. Профессионал настоящий. Честно, да. Штрафы. Тема такая вот. Были Дисциплина. Вот все, что с дисциплиной связано у Магота. Это у Магота, а в Арсенале? тоже что-то было. Потому что как будто, ну, если по Штутгарту там есть истории, то по Арсеналу, по Лондону... там Опоздание вроде было. Опоздание. Я же тебе говорю, я время перепутал один раз. Ну, знаешь, сижу в отеле, ну, за Арсенал. Только там, ну, приехал первые эти мои начинания. Официальная игра. Ну, я сижу так, либо не перевел время, либо что, не знаю. Сижу в PlayStation, играю, и мне звонят, Алекс, ты где? Все в автобусе. Ты бы видел, как я все. Я этот PlayStation чуть ли не с телевизором эту сумку, блин, знаешь, просто провода эти забыл, все, чик, вылетаю. Все в автобусе, Венгер улыбается такой. Ну, первый раз прощается.
Я сижу, вообще задыхаюсь там. И в составе. Другой бы уже, знаешь, там наказал, мог бы вообще меня на 2 года в армию. Да. А он так спокойно, знаешь, я сижу, эти все пацаны улыбаются, подкалывают. Вот, ну, да. Ну, вот запоздание, да, там наказывали. За телефон вроде нет. Не было такого. Хочу по Венгеру еще. Почему Венгер, как думаешь, решил завершить тренерскую карьеру? А я думаю, знаешь, вот мое мнение, он не хотел. Я думаю, что он искал хороший вариант, вот какие-то рассматривал. Не просто там, а какого-то вот топового клуба какого-то. Вот. Я уверен, он хотел продолжать. Но вот эта пауза от того, что он не находил, она так затянулась. И мне кажется, он начал наслаждаться вот этой свободой, вот отдыхом. Вот получать от этого кайф. И мне кажется, вот он вот перегорел в этот момент, когда хочется опять вот этот день и ночь не спать, эти разборы, эти стрессы. И он расслабился и вот просто наслаждается сейчас. Вот я думаю, если бы в этот период, когда вот если желание огромное, больше, да, вот нашел, мне кажется, и дальше. А вот этот момент прошел, и все. Очень жаль, на самом деле, потому что такой тренер классный. Согласен. В этом, я же там слухи ходили, в Баварию он должен был или да, кого-то. там Даже было ПСЖ, про Баварию, кажется, я было. помню, точно. Или ПСЖ, Ну, да. точно Но видишь, крупный клуб там хотел. что-то не договорились, не срослось. И сейчас наслаждается, сейчас выглядит совершенно, знаешь, такой живой. Он там последние же годы, там, когда у руля был, уже там весь на стрессе, похудевший такой, знаешь, весь просто как будто всю энергию из него. Ну и у команды тяжелое положение. И у тогда команды, было. да. Ну, постоянно, знаешь, в Арсенал постоянно требовали. Там финансирование было какое-то такое в рамках, и всех футболистов у него постоянно раскупали каждый сезон. Он там воспитывает, вроде команда должна вот раз, одного купили, второго, там чик забирали. Ему все время строить команду. И результат давай. Ну и давление, конечно, большое. Там, судя по прессе. Ну, я не знаю, читали ли же Венгера книгу, когда он там рассказывал, как тяжело ему первые эти, с этой прессой, со всеми этими делами. Давление там-то что, блин, у меня иду с пакетами, знаешь, с магазина, просто продукты купил. Ну и папироска, знаешь, вот так, баловался немножко. И я тебе говорю, машина просто подрезает, выскакивает человека 3, и выплюнуть хочешь, она прилипла к губе, блин. И в шоке, там потом улетела, стоишь с этим пакетом, знаешь, как восрался, так, раз, они что-то в машину прыгнули, так. Что было, блин, пошел дальше. Ну да, там на чеку всегда надо быть. Кстати, по поводу пуховика Венгера, вы не травили случайно в команде его за это? А что у него? Вы постоянно в одном и Нет, том же... там в пуховике Венгера Лично есть даже... пуховик Венгера. Нет, не знаешь, что не... Не, да, как-то не Или, обратил или в внимания. Англии такого не было. Это просто как-то в России Наверное, даже да, телеграм-каналы появились, типа пуховик Венгера, там Да? еще какая-то история. Не, что-то вообще никто не обращал внимания. Что там особенного будет? Ну, просто что он всегда, когда Кипа была, он всегда был только в пуховике. То есть, Ну. все тренеры там все что угодно надевали, а он постоянно Ну, в когда пуховике. холодно, правильно? Да, а когда тепло, просто в костюме, Ну. получается, да. Это Что надо такое, одевать? это местный наш, мне кажется, даже мем. Пальтишко? Ну, Там холодно зимой? Не, ну просто у него Кипа прям там, знаешь, там, что было у вас, Adidas, Да, или да, там да. Puma, например, Nike. а у кого-то, да, Nike, а у кого-то, типа там, не знаю, Hugo, что-нибудь там. стильно одет. Стильное, модное уже. А у него просто вот Да, Кипу да, выдали, и он в клубный этой клубной пуховик, ну. кипе, да, постоянно. Ну, он удобно, я тебе скажу. Не, ну, не спорю, там же. Да, он, мне кажется, вообще не заморачивался. Поверь мне, он вот настолько погружен был в футбол, вот это все, что, мне кажется, там вообще никто не заморачивался. Там, наверное, там на постсоветском пространстве может что-то там анализировать. О, пуховик, там, блин, что там, не шуба от Больше не о чем говорить. Виталия Кутузова, там, знаешь, или что. И еще момент такой вот, когда Ван Перси уходил в Манчестер, там же прям такой конфликтная ситуация была. То есть, ну, тебя не было тогда Да в и команде? ССК тоже ж с конфликтом уходил. Барселона, да? Да. Сам за тебя даже деньги какие-то доплачивал. Ну, тяжело, да, все. То есть это тоже отбивалось на нем, и твой уход, наверное, тоже, правильно? Конечно. Я тебе говорю, я реально уже неоднократно говорил, я Барселону даже не рассматривал почему-то. Вот у меня, знаешь, в голове либо Арсенал, я как бы доволен, счастлив был. Я до сих пор даже не понимаю, зачем это все надо было. Как бы тренер, тот, о котором мечтал, просто тебя верит, понимает, там, ну, все. Команда, ну да, наверное, вот тогда, когда один ушел, там, Фламини там перебрался, как-то мысли закрадывались, но я думал про Баварию.
Но Бавария, блин, говорит, там тут давление. Я вообще так в отпуске на рыбалке там троллю на сама, там с другом сидим. И тут смс-ка приходит от Венгера: Алекс, я тебя никуда не отпущу. Ты мой игрок, все там. У меня так слеза раз. Он: что случилось? Я говорю: Венгер, говорит, я его игрок. Наливай. Сон клюет. Да. И слеза, я тебе отвечаю, знаешь, такой момент, так, знаешь, в лодке, как будто там, знаешь, собаку топить едет. Нет. Герасим. Да, нет. Еще Припять пустая. А собака была хоть? Не. Да, там тяжело, конечно, для него было. Он, знаешь, он молодежь эту всю как бы вот взрастил, вот костяк, коллектив, который, в принципе, дают результаты. И тут все так расходиться начали. Расходились. Это в том числе из-за строительства стадиона? Нужны были деньги? Нет? Нет. Ну, просто как бы клубу. Не, условия, да. Ну, конечно, другие клубы предлагали гораздо более высокие условия. И из-за предложений. Саша, расскажи, с чего все начиналось? Кто Что тебе именно? позвонил? Барселона? Да. В Барселону? Из Барселоны кто тебе позвонил? Гвардиола. Гвардиола сам лично Да. тебе позвонил, Да. сказал, что хочет, чтобы ты был в его Да. команде. И что, сразу после этого у тебя в голове все поменялось? Не поменялось. Переговоры шли. Я же все-таки принадлежал Арсеналу. Ну, а с какими мыслями ты сам в это время? Не, он говорит: ты хотел? Я такой, в отпуске сижу с друзьями. Ну, можно, там, хотел бы, да. Чё? Это до лодки? Да. Ну, потому что слеза пошла. Да, тоже. вот ты знаешь, в тот момент я, вот честно, сделал водки, думаю, так, нет, не хочу уходить, там, лучше переговорим, там, знаешь, условия пересмотрим, поговорим. Ну, там началось вот что-то, вот агенты, что Барселона, ты посмотри, что это еще уровень выше, это там 2 клуба, Реал, Барса, рассмотри, все. Ну, как-то, знаешь, как давление такое. Какие-то заставляло тебя, вроде ты хочешь здесь. Ну, внешнее, Да. давление шло, да. Да, и звонил, уговаривал, давай, все, я тебя вижу, все, ты здесь, этот впереди, тут Лео, тут ты, разрисовал мне схему. Просто эта Барселона была, наверное, лучшей командой в истории футбола. Многие, по крайней мере, так говорят. Тики-така знаменитая, и это, я не знаю, кто бы мог отказать такой команде. Честно, я не жалею, что в Барсу пошел. Это реально был топчик, все нормально, просто, я уже говорил, мои уже приватные проблемы, которые очень повлияли и, повели меня не в том направлении. То есть ты сейчас не жалеешь, что ты в Барселону перешел? Нет, про Барсу никогда и не жалел. Это я не хотел туда изначально, но перейдя, те игроки, тот клуб, та игра, которую клуб показывал, и титулы завоевал, и кто бы сейчас не говорил, знаешь, как говорим, мало играли, так от чего отталкиваться мало играли? Это величайший клуб мира на тот момент был, и та игра, которую те игроки, там остановить никто не мог. Ну, согласись. А тут мало играл. Как будто я там даже не хочу никого обидеть, но не знаю. Там мало играл. Но это вот белорусское. Да, это наше. Я это поэтому наше, и это удивлялся. наше. Знаешь, я так смотрю, ребята, вот просто даже анализировал, там те же грузины, там армяне, там, я имею в виду своих ребят, там уехали, это, знаешь, поддерживают, там, знаешь, хвалят. Не то, что мне это, знаешь, надо, но просто настолько, знаешь, вот такой негатив. Там. Во всем только ищут вот это, как будто, знаешь, не какие-то положительные моменты. Барс, да? Нас каждый второй в Барсе играет. Да. Вот есть это. Есть у нас. это у И нас. очень много, да, согласен. Желчь. Поэтому футболисты, или спортсмены, каждый думает за себя. Потому что видишь, знаешь, сталкиваешься, думаешь, ты что, мне мою семью содержишь там или что? Каждый отталкивается, знаешь, от своей ситуации и в первую очередь на первое место ставит только себя. Вот от этого. А так, конечно, эмоционально хочешь приехать, там, знаешь, поддержать. Но мы не Барселона, не знаю, не бразильцы, там, не немцы. Да, не выходим пока. Не получается. Но в любом случае, знаешь, вот упрекнуть, с кем я играл, уже моего поколения сборная ребята, все выкладывались. Все приезжали, просто грызли. Да, не всегда получалось. Не было стабильности. Где-то покажем классную игру, где-то что-то, не идет. Чтобы там, знаешь, вот так шапка закидательское такое настроение было, вообще такого не было. По молодежным сборным, конечно, там и
Наша сборная, считаю, топчик была. Ну, ишь, убили. А вот команда Кондратьева... Ну, Курненина еще и И Курненин, ну да, там... Ну, я скажу, что... и Курненин точно, да. Ну, Курненин вообще топчик. Сколько про него слышал, когда он с Байдачным работал, помощником был. Он такой молчаливый, спокойный, но как тренер, конечно, разбирает любого там на запчасти. А Кондратьева, я считаю, что это молодежка, эти ребята его сделали. Не, как футболист вопросов нету, но как тренер, я считаю, это они его сделали. Еще момент тогда, если мы уже зацепили, там не было ли у тебя никаких, не знаю, там сожалений по поводу того, что тебя не взяли на Олимпиаду? Нет, Потому честно, что здесь постоянно этот вопрос поднимается, и с Кондратьевым обсуждали тоже. Да, я помню, что я там после травмы восстанавливался. Честно, по большому счету, я же все равно там общался с этими ребятами, там и с Филипенко, и там Сева, когда вот и в Батэ были. Драгун, наверное. И, ну да, со многими. И они рассказывали, что Кондратьев обещал взять именно этих ребят, которые как бы его и которые вывели. вышли, да? Да. Ну, так получилось. Да, я с Мишей соглашусь, и там многие, что ничего против Ренана не имею, но вот надо было брать тех ребят, которые действительно это сделали. Ну, это было, справедливо. Прикинь, это раз в жизни такое бывает. Вот фартануло, реально. Ну, ладно, как есть. Это... Чё? Ну, как есть, но за себя тебе, условно, не обидно, что тебя не позвали в эту сборную? Нет, вообще не обидно. Да, Олимпиада круто, конечно, там, знаешь, но я понимал, что вообще там не готов. Понятно, если бы играл, знаешь, в те времена в форме, наверное, по-другому думал. Ну, я был травмирован, только восстанавливаться. Я думаю, куда тут рыпаться вообще? Окей, возвращаемся к Барсе. Переход в Барсу тогда. Гвардиола звонит, зовет, получается, Да. к себе, объясняет, дальше переговоры. Венгер говорит, я тебя никуда не отпущу. Да. Но почему же все-таки отпускают? Это уже именно твое решение было с агентами, что вы будете уходить? Или Арсенал не предлагает новые условия? Не, предлагает. Нет, сумма не называется. Он говорит, давай пересмотрим. А дело уже дошло до этого, все, там С той стороны момент есть уже. часа, там, знаешь, вот сейчас и решится, там как-то по условиям немножко там какие-то моментики, и говорит, все. И я уже сборы, мне приходится лететь в Лондон, и я приезжаю, и знаешь, так, с Венгером здоровье, уже вижу отношение такое, не как обычно, да. Он такой, можешь, не переодеваться, говорит, сейчас в течение часа решится. Говорит, я желаю тебе удачи. Но, говорит, ты нас еще будешь, вспоминать. Вот только, знаешь, просто, не знаю, в тот момент хотел сказать, Сэн, я хочу остаться, знаешь. Сейчас вспоминаю, честно, уже тяжело. А тогда было, прикинь, это... Саш, знаешь, какой вопрос хотел задать? Там условия были на порядок лучше, чем в Арсенале? Или это не касалось денег вообще никак? Не, и условия тоже были лучше. Но тут, знаешь, тут момент, наверное, вот такой период был, где я сам не до конца отдуплял вообще, что происходит. Вроде в Арсенале я чувствовал себя счастливым. Что-то Фламини куда-то уходит. Туда там, знаешь, как-то все какие-то движения начинаются. Тут предложение, там что-то Бавария, предложение там Барселона. Фабригас еще такой говорит, да ты что, давай, иди. Там. А он же воспитанник Барселоны. Он воспитанник, он же потом тоже, спустя какое-то время, я же говорю, тоже не спокойно ушел. Немножко с конфликтом. Tяжело было. Я думаю, для всех тяжело. И для ЦСКА тяжело, для всех. Это все-таки, знаешь, это как отец был, Венгер, который реально, как называли, это первый сын, ко мне он относился, знаешь, как к второму. Что сделано, то сделано. Что? Про Барселону не жалею. Жалею о том, что потом это все. Ладно, твой приезд в Барселону, все, вот эти пару часов решились, то есть все, окончательно ты... Медосмотр, съемки. Да, презентация. Это фотография, которая всегда везде. Да. Там интервью, все. Встречи Гвардиола. Конечно. Видеть, там Алекс, презентация Лапорта, это все, майка, там подпись, все.
Ты говорил про то, что в Арсенале все было быстро на тренировке. А когда ты пришел на первую тренировку Барселоны, там еще быстрее было? Не быстрее. Арсенал, понимаешь, это все-таки такой больше Англия такая, английская, как бразильская такая команда. Но мяч ходит, знаешь, моментально, только вперед пытается. В Барсе эти крючки, там, знаешь, вот это все на месте, пару, там, 1-2 касания. Здесь поиграли, потом другого передернули. Не было такого. В Арсенале направлено быстро атаку провести. Вот мяч потеряли, сразу моментально движение. Эти ушли, тот в недодачу. Ну, там, знаешь, все нацелено именно на вперед. А в Барсе это же так, здесь покатали, тут передернули, там, раз, обратно. Вот это. Усыпили команду. Да, контроль мяча. Вот. И да, ну я тебе говорю, там квадратик, вот я не знаю, пол штрафной, может даже меньше, там 7-7, 2 нейтральных в одно касание. Бегаешь, думаешь, ё-моё, на полполя, блин, как будто, знаешь, вообще, вот мяч получает, Хави был тогда нейтральным, я тебе говорю, удивлялся, там мяч на уровне шеи, как-то раз его ловит, стопой, чик отдает, все видит. Конечно, для меня Хави вообще был это уникум. Я удивлен, что этот футболист даже не получил золотой мяч. Ну вот Хави и Иньеста еще говорят. Да, вот и Иньеста, да. Из-за вот этой вот борьбы Криштиану и Месси как раз-таки говорят, что вот это 2 футболиста, которые должны были тоже быть золотым мячом. В любом случае. И там еще Снайдер, и кто, Рибери тоже. Там многие попали под эту... Да, вот это... Не, ну это понятно, но вот говорят, что Иньеста тогда еще и победный гол на Европе. И нет, на мире, Челси да? он забил. Нет, и на мире он же еще забивал. А, и на мире, да? Да, на мире победный Нидерланды. он забивал, да. Не, ну это вот просто не фарш, что, знаешь, что вы родились в это время. Да. Ну, так на самом деле было. Но Месси уникум, это в любом случае, это для меня лучший футболист, самый талантливый футболист. Рональдо, я считаю, он больше вот профессионал, он сам себя сделал, каждый день вот это занимался, знаешь. Лео он такой спокойный, он там раз в недельку там что-то сделает. Но в основном так пешочком походит, мяч получил, так раз все напряглись на тренировках. Что он дальше будет делать? Отходим. Ребята, отходим, знаешь. К вратарю подошли, вратарь такой, ребят, я уже тут. А он так, и все такие, в атаку, блин. На него набросил, он там уже куда-то в 9 положил. Ну да, конечно, ты что, на него никто не бросался, там, клоуна еще, это ж его там лучшие годы, молодой совершенно, да. Ну, ты сам говорил про то, что у него и характер тоже такой непростой. Да, то есть он может обидеться, там, например. Он понимал, кто он. Знаешь, это молодой, он знал, что он один здесь лучше. Да ты что, про него все шептались, блин. Я прикинь, Анри для меня, в Арсенале это... Тири Анри, блин. А в Барселоне вместе сидим там в автобусе после игры. И он, да. Ты видел, что сегодня маленький сделал? И я такой, знаешь, смотрю, и тут там он сидит, Маркеш, там, Гудвинсон, да. И говорит, ты это Месси, бля. Я такой думаю, блин, знаешь, как будто мы тут собрались, как там из Днепра-Могилева, так и обсуждаем. Я утрирую, я так, знаешь. Нет, фан-клуб такой. Да. Вчера это в порядке, а тут, блин... То есть он даже вас, мастеров, мог удивить. Да ты что, это вау было. Так а как это объяснить вообще? Почему? Ну как объяснить? Откуда я знаю? Почему у него мяч привязан к ноге постоянно? Почему его никто отобрать не может? Ну у него низкая посадка, он этой клюшкой своей левенькой такое творил. Вот этот, знаешь, короткий шаг. Ты вроде все, вот на мяче догоняешь, куда ты тут денешься? Вроде уже вытягиваешь, он как-то, знаешь, так быстренько ножки эти, и раз его дальше протыкивает, и ты тебя уже убежал. Нет, ты что, как он мяч берет теннисный мяч в раздевалке, знаешь, там на сборах в Америке, просто сел на пол, и вот знаешь, вот так жонглировать начинает, вот, знаешь, перебрасывать, вот так ноги меняет. Вся раздевалка, знаешь, типа в телефонах так. И друг на друга, знаешь, так раз. Он что-то пошел массаж делать. Кто-то попытался, я уже не вспомню, там что-то... Да ты большим попробуй, ё-моё. Там и большим не получается. Нет.
Но какое у вас общение было внутри раздевалки вместе с ним? Потому что, ну... Не, он нормально. У меня с ним, кстати, нормальные отношения были. Мы не разговаривали. Не-не-не. На самом деле, знаешь, я испанский знал, ну, просто самые такие элементарные вот вещи, там, поздороваться, как дела, спросить, все. И, не, на самом деле, нормально, там, какие-то симпатии были, вот, и там, и поздоровался, он что-то рассказывал, и хорошие отношения. Со многими, там, с какими-то спорил, там, знаешь, характером мог проявить. Вот, как Гвардиол на него один раз, там, что-то в тренировке, там, повысил что-то голос, он просто мяч выбил, ушел. И там ребята эти, Пуйоль, Хави подошли, сказали: «Эй, Пеп, типа, блин, это Лео, хватит». То есть на него Нельзя, такое воздействие не работало, да? Да, дальше не. И что, в итоге Гвардиола пошел извиняться перед ним? Я не видел, чтобы он извинялся, но я думаю, что они поговорили в любом случае. Я думаю, Пеп, ну, не дурак же, блин, надо что-то как-то эту ситуацию потушить, да. Я думаю, разговаривал. То есть ты мегазвезда, ну ладно, там в Беларуси, но и в мире тоже, мне кажется, был. Но при этом ты убежден, что это даже на твоем фоне просто был мега уровень, инопланетянин. Да, Мишка, на фоне всех, ну, если вот просто, так взять, ну, да. Знаешь, я тебе скажу, что вот, ну, любого возьми там, вот. Я даже, блин, знаешь, думал, вообще Тьерри не подходит под этот стиль. Я там в тренировках тоже здорово все получалось, потом, правда, травму получил и тоже выбыл. Вот тяжело, знаешь, вот у меня что в Арсенале вот момент был, травму получил, и в Барсе, там в игре там так подкатились, у меня просто голеностоп чуть ли не вывернуло, и тоже на 2 месяца или 3 выбыл. Знаешь, а когда команда ход набирает, результат есть, все хорошо, тебе... Знаешь, тяжелее, так потихоньку все это надо. И, конечно, тоже тяжело. Вот не фартило, что травму, знаешь, в таких клубах догонять, когда любой может выйти и играть. А Лео – это Лео. Ничего. Его заменить невозможно было никак. Ну, трудно. В той команде он, как бы, знаешь, он, во-первых, стягивал на себя очень, знаешь, давление там. Команда вот держи мяч, команда соперника распределена. То, как Лео попали, они сместились, так, знаешь, друг друга страхуют. Он отдал, все так рассыпались. Но у него как-то все легко получалось. И даже, может, ты знаешь, ты думал, а здесь случайно мяч между проскользнул, здесь это... А на самом деле нет. Это все запланировано. Не было ли, не знаю, поддержки, может быть, от Венгера какой-то? Когда с ситуацией в Барселоне? Потому что, наверное, он следил тоже, в принципе, понимал. Или он такой отпустил тебя и был обижен? Во-первых, знаешь, он тоже же обижен на нас был очень сильно. Да, я же говорю, обижен был, и не хотел там есть. Когда это уже потом, тогда, в Бирмингеме, когда было, и мы встретились, он улыбался, и там, знаешь, и говорит: «Алекс, ну как?» Я говорю, ну, бывало и лучше тренера. Вот. Я еще тогда, знаешь, честно вспоминаю, в Бирмингем уже перешел, там интервью давал, и типа там комментатор или кто-то спросил: в Арсенал вот бы, если бы сейчас вам предложили, я говорю, пешком пошел, знаешь. Я даже не знал, даже не читал, там эти фанаты Бирмингема, я думаю, что-то выхожу на игру, они свистят. Думаю, кому свистят? Кому свистят, да. Но там уже даже не обращал внимания. А ты же, по-моему, сказал, что Венгер тебе, когда ты уходил, сказал, что ты еще вспомнишь о нас. Да? Ну да. Он оказался прав полностью, получается. Yes. Нет, ну в этом плане, конечно, классный мужик. Жизнь в Барселоне. Вот все-таки, если сравнивать, там Штутгарт был, потом Англия, потом Лондон и потом переезд в Барселону. Все-таки солнечное, море. Как-то это влияло или... Нет, вообще не видно этого было толком. Ты знаешь, после Лондона я Барселону как-то не очень воспринимал. Мне не очень нравилось город. Там же тепло. Ну, ё-моё, мы же из Беларуси. Там тепло, мне наоборот, когда жарко, особо не очень комфортно. В Лондоне такой мягкий климат, там, честно говоря, вот все говорят, дожди, но там прошел дождь, но и солнечных дней очень много было. А в Барсу, ну, как-то, я не знаю, ну, вот не очень сильно мне зашел этот город. Все говорят, как Барса? Ну, после Лондона что-то не зашел. Не знаю, с чем это связано. Как бы спокойно, но там восторга какого-то вообще не было.
именно после Лондона. Саш, Эль Классико. Да, пускай После там- того Лондона, не сейчас, понятно. Эль Классико. Ты пускай и немного времени провел, 5 минут всего лишь сыграл на Камп Ноу. Что это вообще такое? Это какой-то особенный матч, ну, понятно, что особенный. Весь мир за ним следит. Да. Но как ты это почувствовал, может быть, вот эту энергетику на самом поле, может быть, или в раздевалке? Ну, это наверное, самая топовая атмосфера, на которой вообще как игрок присутствовал. Даже не Лига Чемпионов какая-нибудь. Нет, не сравнится. Это самая топовая атмосфера. Я тебе говорю, это просто. Там как будто вот, знаешь, вот сейчас молнии, все вот это такое напряжение, такой накал от этих болельщиков, вот от этой ситуации, которая вот пресса, это все, знаешь, еще так нагнетание такое просто. Я тебе говорю. Там друг друга не слышишь, просто либо тебя там сожрут, либо ты сожрешь. Там, дали по автоматы, друг друга обстреляли, я тебе отвечаю. А там же еще и Рональдо, Месси, правильно? Да, там все. Там же наслаивается Все одно на вместе. другое. И ты так, Даже посидеть там. да ты что? Там, когда обыграли Реал в Реале, ну, в Мадриде, 6-2 что-то или что-то такое было. Я говорю, вся Барселона в аэропорту была, все встречали, там выезжали часа 2, там просто на этих мопедах едет, махают уже там в кувет, там раз, выруливает, там Не, ну ты что, это, как разговаривать, у меня мечта, чтобы туда там бомба прилетела, а у этих наоборот. Обратно. Там ненависть. Ну, я так понимаю, что у тебя серьезно подпортились отношения с Гвардиолой. Да. Ну, как ты их сам, можно сказать, немножко Да, я виноват, подпортил, да. я И же тут признаю. получается, что финал Лиги Чемпионов, и ты не попадаешь в заявку. Я Да. так понимаю, что для тебя это был финал. Ужасно было такое состояние, особенно когда услышал, знаешь, на установке, когда там, знаешь, Анри, там подходит Алекс и А тебя затрясло аж, да? да, ну конечно, ну что. Ну, урок тяжелый, жесткий такой. А кого он вместо тебя поставил в заявку? Педро. Слушай, ну нет, ну Педро тоже залетел с 2 ног, он очень хорошо себя проявлял. Ну, у тебя Не, так конкурент- он, да, не, хороший парень, но я тебе говорю, вот просто, знаешь, когда оцениваешь то, что я сделал до этого, понятно, знаешь, можно понять мотивацию Гвардиолы, но на тот момент, я думаю, ну настолько жестко, знаешь, что не поступит, но поступил. А объяснял что-то он или нет? Или Нет. это ты должен был так все понять, ты, в принципе, Я и думаю, дальше да, не я разговаривал? думал, что сам должен понять. Ну, ты, собственно, и понял. Ну, конечно. Ну, я имею в виду, что решил уходить в аренду дальше. Да. Или это тебя Не, уже... я вообще, вот я в тот момент, что решил, что уйду. Вот, типа, вот Интер, когда появился, Мгм. там что-то был обмен какой-то там, то Ибрагимович, или, ну, Мгм. что-то такое. А, сразу уйдешь? То есть не будешь в аренду уходить? Не. Это прям полноценный да, трансфер. Да. Так что же случилось, что ты не перешел в Интер, а перешел в Штутгарт еще и в аренду? Переговоры велись. Вот в этот момент, как я говорил, про деньги начал думать, чтобы не потерять контракт, который был. Я говорю, вот если вы даете тот контракт, который я имею в Барселоне, я перехожу. А там немножко не хватало. И ты из этих немножко... Ну, немножко. Не, ну- Это для меня тогда на тот момент немножко. Но это не немножко. Это не немножко. Переговоры вели. А Штутгарт сразу согласился. Типа Всё. аренда, но с эти... Аренда, но да. всю зарплату... Зарплату всю оставляем, вести. зарплату Да. бросаем. Так оперативно, конечно, сделали. Самолет прислали сразу за мной. Типа, давай, лети, все. А я, как бы, знаешь, как спокойно сижу, думаю, ну, должно Италия вроде пойти на условия. Что-то в самолет садимся, и у меня такое тревожное чувство. И тут спортивный директор Интера звонит, говорит, Алекс, подожди, завтра прилетаю, все решим, все сделаем. А я на взлетке уже. Я говорю, ладно, сейчас прилетаю, отдам им деньги за этот самолет, пусть разворачивается и летит обратно. А тут, блин, на взлетке шампанское эти открывают, блин, народ, директора, президенты. Себя так, знаешь, думаю, ну ладно, в отель приедем, я типа скажу там. Не буду здесь расстраивать. Да. Ну, Приезжайте в отель, там уже накрыто все. Документы лежат. да.
Не, ну это, мне кажется, самая большая ошибка твоей жизни. По-хорошему. Потому что Мауриньо тогда с Интером пошумел. Тройку тоже взял. Да. Да. Вот Ты это была основная. Вот знаешь, как этот говорит, Венгер тогда мне говорил, вот добиться, чтобы наверх попасть, очень сложно. А тут, вот, когда спускаешься, можно быстро и все. А когда ты привыкаешь к тому уровню, вот прикинь, я прошел этап, там, Батэ, Штутгарт, там добивался через, там просто, знаешь, дикую работу, там столько всего крови, пота. Потом попадаешь в топовую команду, где тебя просто без слов понимают, знаешь, вот уровень, когда уже не надо вот этой бессмысленной беготни, борьбы, там, интеллект, в основном мастерство вот, играет роль. Ты привыкаешь к хорошему очень быстро. А когда ты назад спускаешься, там опять, знаешь, это ты возвращаешься к тому, когда ты был молодой, и вот. А это тяжело уже, себя перестроить, когда ты, знаешь, видишь, тебя не понимают тут, не подстраиваются, там, не открываются, а просто бегут и борьба. С этим еще надо бороться, перестраивать себя в этом плане. Саш, смотри, получается, что ты по-хорошему не смог отказать Штутгарту из-за того, что и болельщики вот эти вот, и шампанское. Ну, не из-за шампанского, но из-за праздничное... Отношения. Не, отношения. там Просто же такой было, прием, всё. вот только, знаешь, вот все Типа вот всё, собрались, свой все прямо на вернулся. взлетке. И... Это отказ совести, получается, по-хорошему. То есть ты мог спокойно и отказать при всем при этом, получается. Ну, то есть что тебе мешало? Ты бы сказал нет, и все. И отправиться в Интер. Ну, по-хорошему, Мог. совесть замучила тебя. Да, это правда. Да, я выбирал момент, вот оттягивал, думал, блин, куда, да, сейчас в отеле схожу, сейчас там, сейчас... Ну, слабость сыграла. А понимал, что делаю ошибку. Уже тогда, на тот момент, что внутреннее, что... Не, я Штутгарт очень люблю, знаешь, и для меня это как дом, столько лет отдал и многому научил, но неправильно было. Но тот Штутгарт, сравнивая с тем, с которого ты уходил, это уже другая команда была, по крайней мере, по уровню. Да, да. Ну, там другие совершенно люди. Нет, люди другие, понятно. Да. То есть, Не, играло то тоже вот это. Я думаю, даже наш последний там или предпоследний год, вот это наша молодежь, мы играли более креативный футбол. А это уже такой более такой, знаешь, силовой, борьбы много, беготни было. Там единственное, наверное, Погребняк как-то сглаживал этот момент пребывания. Почему, Паша? Ну, с ним было комфортнее. Мгм. Это когда в первый раз брат был, да, то сейчас как раз-таки с Погребняком. Ну, да. да. Паша хороший. Хороший парень. Паша? Хороший. Паша, привет. Да. Тем не менее, Лига чемпионов была, и ты в 1/8 играл против Барселоны. У Да. тебя был принципиальный матч. Дома. Да. Там что-то не заладилось сразу. 0-4 там, да? Мгм. Ну, там та самая Барселона просто была. Не, Барселона всегда дома играет очень хорошо. Это на выезде. Что я не понимаю. Ну, вот надо было цеплять. И могли, кстати. 1-1 сыграли. Да. Но должны были выигрывать. Ну ладно. А что вот в душе было, когда ты против них играл? Хотел там разорвать там? Да не, конечно, такая мотивация была необычно, как в чемпионате Германии. Проявить, доказать. Когда выходил, то есть, ну, не знаю, там на разминку или что, с ребятами общение нормальное было? Ну, конечно. С Гвардиолой? Поздоровались. Или просто там? Поздоровались, да. Не, нормально, улыбался, все. Я тоже. Говорю, ты это, я вернусь. Но ты как бы и вернулся, и потом уехал снова. Да. Кстати, а шансы вообще были вернуться в Барселону на постоянной основе? Что без аренд уже больше? Ну вот, допустим, ты отыграл в Да. Штутгарте, возвращаешься, и тебе снова дают шанс в Барселоне. Или нет? Или уже Не. все, тебя... Ну, знаешь, тот момент, когда я уходил в Штутгарт, Гвардиола как бы мне говорит, я рассчитываю на тебя, ты остаешься с нами или уходишь в аренду? А я злой еще после этой Лиги Чемпионов, после всего, и я такой, не, я не остаюсь, я типа, хочу играть еще, так знаешь, демонстративно. И все, и знаешь, у него тоже, они там еще и набрали новых ребят каких-то, и Ну, я значит, так понимал. он уже не рассчитывал. Да. Нет, так он так и сказал. Мгм. Говорит, Алекс, вот лучше тебе какую-то команду переходить, потому что у меня уже другие люди на эту позицию. А свой отрезок в Штутгарте как ты оценишь? Ну, средний. Глаза не горели, скажем так. Но тебя брали как звезду, Да. которая должна тянуть команду, Да. но как бы функцию эту ты не выполнил. поэтому. Нет, скажем так, нет.
Ну, знаешь, я как-то ожидал что-то другое, знаешь, что такое порыв, там, вернуться, все. А когда вернулся, и надо было совершенно другую работу делать. Надо было борьбы, чтобы больше было. Там, знаешь, вот эти комбинационного футбола вообще не было. Ну, ты сказал, да, в другой футбол уже играет команда. И, знаешь, и тут такое вот, как смесь вроде эмоций положительных с разочарованием таким вот, что нету удовольствия от игры. Такое, как вот мучение, вот просто опять этот пахач и все. У тебя был какой-то штраф здоровенный в Штутгарте, самый большой в твоей жизни. А за доктора, да? Там поспорил с кем-то? Поругался? Ну, вот, хотел спросить. Ну вот расскажи, да, что там за штраф был? Ну, штраф дали за плохое поведение. Не, с нашим доктором что-то потолкались. Прям дрались, что ли? Он меня на допинг хотел отвезти, а мы на кубок там проиграли кому-то, второй лиги или что, я не знаю, не помню. И иду недовольный, и просто на 6 шипах, и что-то ноги болят, ну, знаешь, стопы. И я хотел их снять. А доктор кричит: нет, нельзя, надо сразу идти. Ну, знаешь, вот это, я говорю, да я просто обувь сниму. Понятно, что можно было туда зайти и снять. И вообще просто снять здесь, и доктор бы отнес. Ну, что-то вот так. И он меня хватает, я отталкиваю. Ну, нет, драки не было просто, а тут эти все. Давай. Ну, все в итоге. Понятно, на следующий день извинился. И словами, и деньгами. Ты доктору штраф платил? Не. В клубный штраф. Клуб, да. Не, понятно, что он там некрасиво. Ну, просто на эмоциях, знаешь, там... Подожди, но вот это вот твоя эмоциональность, она началась вот как раз-таки с Барселоны, с тех неудач, вот с того кома, который в личной жизни пошел, всего, да. И потом уже плюс... Ну, все, да, неудаленность какая-то. То не получается, там по итогу не так, как хочется. Не то, что не получается, просто перестраиваться не хотелось. Я видел все по-другому, понимаешь? Я видел вот игру. Ты вот хотелось что-то вот так, элементарные вещи, как будто я воспринимал то, что было... Ну, для тебя все это на было том уровне, уже да, элементарно. как я база. говорю, ты что не открою? А здесь уже все, нет. Там тебе отдали и убежал куда-то. Ты куда, знаешь, там отыграйся еще раз, или там, знаешь, вбеги в зону. Ну, какие-то на тот момент моменты, которые я считал абсолютно простыми. Базовые, стандартные, да. Да, а здесь этого не было, здесь вот это все силовое. Я думаю, нам с тобой ведь это не понять, потому что мы там не были, это даже тяжело объяснить. Нет, просто да. здесь становится понятна уже дальнейшая вся история, да, особенно там Турция, крылья и все остальное. Там уже просто чисто релакс. Саш, расскажи, пожалуйста, почему после Штутгарта был Бирмингем? Потому что, это, наверное, самый противоречивый вариант вообще для тебя был. И тебе просто в Англию хотелось вернуться? Нет. Расскажи. Тоже насыпали денег, и все. И пошел. Но я не ждал, что будет настолько. Ну, ты думал, премьер-лига в любом случае разберемся на месте, да? Да. По ситуации. Тем более... Вот, Руй Кошта, он в Бенфику меня звал и говорит: да, Алекс там с ума сойдет, говорит, я знаю. Вот Руй Кошта играл вроде в Англии, там в какой-то команде. Не помню. Я не помню. Ну, короче, он говорит, да с ума сойдешь. Это, говорит, это ж не футбольная команда. Это регби. Решил рискнуть, проверить. Казалось, да. Да, казалось, да. А что именно там было не так? Это, опять же, силовая эта манера? Ты там вообще мяч не видел. Да, история, что вот постоянно эти забросы. Ты что вообще? Там в центре стоишь, не понимаешь. Там, тебе просто надо, тебя ждут, ты должен бежать, катиться, там, я не знаю, и бороться где-то головой. Все, что ты умеешь. Да, я бегаю, что-то открываюсь, они так раз, замах туда. Ну, я такой, ладно. Что-то думаю, может, в этой игре просто. А так оказалось во всех. Да, оказывается, нет. Ты сыграл 24 матча. Да, там, знаешь, там были ребята нормальные, с кем можно было, знаешь, что-то творить. Но этот Маклиш, он не давал нам все вместе сыграть. Он там по одному или по два нас, знаешь, ставил и все остальное. Я, честно, и даже в шоке, как эта команда Арсенал обыграла. Я еще титул с ними завоевал. Кубок Лиги, да. Я тебе говорю, я вообще в шоке. Я когда, я травму получил там перед этой игрой. Перед финалом. Да. Там пытались что-то, но у меня связка боковая вообще там. Короче, я на стадионе сижу, просто приехали так поддерживать в Лондон. Я думаю, все, ладно, зато...
финале, там, знаешь, команда какой. Раз что-то Бадаловы, у этих ничего не получается. Бирмингем сопротивляется. Что-то воткнули. Оп, уже и получить Сижу, кубок. да. И вот в тот момент Венгер улыбался мне, когда там нас обыгрывал. Вот в этот я на поле выхожу. Я тренер. Да. Не зря переходил. Да, я тебе говорю, просто. Вот, чего не ожидал, того не ожидал точно. Но да, это был сюрприз. Саш, ну ты ругаешь команду, но у тебя статистика, ты знаешь, очень даже неплохая. 24 матча, 2+5. Лучше, чем в Штутгарте было. Так это, прикинь, это в команде регби. Я такое сотворил. Ты что? Может, мяч в руки Если бы взял немножко в пас, ну там, знаешь, играли, то лучше было бы. Но команда вылетает. Но там удовольствия вообще, вот я тебе говорю, от футбола вообще не было. Там это просто было. Он своеобразный был, конечно, тренер. Вот, прикинь, команда на вылете 3 выходных дают. Вот кому-то проиграли, да. 3 дня выходных. 2, там один начальный такой восстановление, первый день такой, знаешь, после отдыха все так выходят. Короче, там, я такой думаю, либо ребята очень уверены, что останутся, либо наоборот, расслабились и все. Но в итоге, короче, вылетели. И у тебя снова новая аренда. У меня травма, я на год выбыл. Травма это с финалом, вот который он получил перед финалом Кубка Нет, Лиги, да? Или потом это в предпоследней игре с Фулхэм Гудвинсон мне делает подножку, и у меня отрывается мениск, и просто вот блокируется колено, и мне сшили мениск, и там восстановительное было почти год. Я уже практически в Беларуси его все проводил. Я там в Барселону прилетел где-то на месяц, наверное. Там немного с доктором поработал, он посмотрел колено. И потом я полетел в Германию уже восстанавливаться там. И потом в Беларусь. Подожди, но Вольфсбург же был еще. Это у тебя травма была там? Да, это я от нее восстанавливался. Это все. И Магат пришел, типа говорит, я дам время ему восстановиться. А в Вольфсбурге не очень все, результат не очень хороший был, и он меня начал торопить. Хотя сказал изначально, говорит, вот этот сезон просто вот потихонечку восстанавливайся, потому что все доктора говорили, что нельзя форсировать. И в итоге он давай, я с больным коленом, с опухшим, там, знаешь, вот это все, нагрузки начали увеличивать, и я уже не справился, я через боль там, ну... уколы, какие-то таблетки, и потом в итоге там через какое-то там время, недолго же я был там в Вольфсбурге. Ну, ты 4 матча успел провести. Ну да. Ну, все это, знаешь, на уколах через боль, и я в итоге поговорили с ним, я говорю, не, колено не заживает, болит, и я говорю, через вот так, в этом возрасте, знаешь, это молодой, когда тебе надо там что-то, знаешь, терпеть, доказывать, окей, а когда сейчас здоровье на кону, знаешь, мало ли, что может вообще там ходить не смогу, торопит. И, короче, приняли решение, поговорили обоюдное, что расстанемся. И дальше получается тогда восстановление. И потом Самара вроде. И потом Самара, да. Вот Да. это было неожиданно. Ну, по крайней мере, Да. здесь, в Беларуси, что в Самару именно едешь. Не было предложений даже из РПЛ, из других команд? Почему Самара? Ты знаешь, вот в Бирмингеме перед вот этой предпоследней игрой, кстати, мне звонил Смертин и говорит, Саня, в Локомотив пойдешь? Я говорю, конечно, пойду. Ну, после он говорит, да я знаю, говорит, я в такой же раньше играл, ну, похожий. Говорит, все. А он где, в Фулхэме был, наверное? Да. Да. Я говорю, я еду в машине, фу, блин. И он все, и по условиям все обговорили, вот это, я говорю, все. И тут перед последней игре, блин, и он там звонит. Сколько лечиться? Я говорю, долго. Ну и, короче, и восстанавливался, потом вот Самара вышла. Я даже еще тогда не был тоже готов, еще восстанавливался, колено не прошло. Я не знаю, как поехали что-то. Ты сыграл мало тоже матчей. Да. И поехал, и вот поговорили. Хотя коллектив был классный. Время проведенное, там реально все на базе жили, там белорусов много было. Кобелев очень нормально себя, знаешь, как-то вел. Но я, честно признаюсь, хорошо провел там время. Хороший период был. Ну и получилось восстановиться, получается, да? Да.
Ну, насколько это возможно, конечно. Потому что потом идет Батэ. И вот как раз-таки это 12-й год, тот самый, который вспоминается здесь, в Беларуси, Очень яркий. очень ярко, потому что это первая победа в Лиге Чемпионов. Ну, во-первых, первая победа в Лиге Чемпионов, но это во-вторых, потому что в-первых, это возвращение Александра Глеба в Батэ. Вот этот момент был такой, тоже неожиданный где-то, потому что об этом где-то говорили, все хотели этого возвращения, и вот оно осуществляется. То есть к Лиге Чемпионов ты, получается, возвращаешься в Борисов. Какие здесь были переговоры? То есть хотел ли раньше Анатолий Анатольевич там и Виктор Михайлович тебя забрать? Сейчас расскажу. Да. Не, на самом деле все просто. Я, вот, как ты уже заметил, в Самаре не так много игр, и действительно это по ходу восстанавливало. Колено побаливало долгое время. В Беларуси я как бы тоже... Я попросился просто потренироваться у Михайловича. Гончаренко набрал, скажу, говорю, можно с вами подвигаться там немножко? Он говорит, окей. Ну, я пришел там, на одну тренировку, на две, я не знаю. Ну, потренировался, и потом мне звонит Капский и говорит, можем поговорить? Ну, вот, встретились. Он говорит, хочешь в Батэ? Я говорю, ну, я не знаю на листике. Вот. По рукам. Все. А ты шутку-то будешь свою говорить по поводу хлеба, там вот это все? Какое? Не будешь? Просто Витя перед выпуском он подходит и говорит, что... Ну, он вообще сказал, чтобы я ее произнес, потому что сам, видимо, стесняется. Он сказал, что ну ты хлеб, не так ну а там в было. Батэ, если ты пришел, значит, ты стал батоном. Не, меня в школе так все время называли. Да? Батон? Да, ну да. Ну, они же так, знаешь, Уже привычно. дети ж такие. Уже привычно, короче. Да, там... Глеб, хлеб, там, батон. Нет, такая вторая шутка. Если бы был Дима Бага, то за столом были бы хлеб и багет. Хлеб, Да. Не, я так нормально, с юмором, ты что? Саш, смотри, но если ты так легко согласился, значит, там Анатолий Анатольевич приличную сумму написал. То есть, видимо, для Беларуси в то время это были какие-то неподъемные Да деньги. нет, видимо, для тебя были приемлемые. Вот так, наверное. И ты. Просто молодец, Анатолий Анатольевич. Угадал, получается? Да? Нет, слухи просто были про то, что у тебя Не, была зарплата $100 000 в месяц. Она хотя бы приблизительно похожа на это или нет? Блин. Слухи какие-то достоверные. Ну ладно. Смотри, а раньше до этого не предлагали? То есть никак не вернуться, когда у тебя вот пошли аренды? То есть понимали, что не потянут, да? Наверное, да. Потому что скорее здесь всего, ты был так. свободным уже. Да. Да? Угу. Ну, в любом случае, мы нашли компромисс. И это было удачно и для меня, и для КТ. команды. Да. В принципе, я думаю, все заработали. Смотри, еще такой момент. То есть Батэ с 2008-го начал выходить в Еврокубки. Да. К тебе обращались по каким-то вопросам? Либо Виктор Михайлович, либо Антон Да, Анатольевич. Михайлович звонил насчет там анализ какой-то игры, там про Барселону спрашивал. Я говорю, ну что я тут могу сказать? Просто ройте окопы, ё-моё, блин, какой совет? Ну, так интересовался там тренировочный процесс, как происходит, там хотел на стажировку съездить. Это по Барселоне. Да, по всем там клубам, где вот не был, там спрашивал. А вот, допустим, одно из подписаний, тоже, понятное дело, Батэ готовился к Лиге Чемпионов, подписание Кежмана было. Да. Громкое такое. Как ты к нему отнесся тогда? Нормально. Ну, потому что, в принципе, Кежман как бы уже заканчивал, был таким ветераном футбольным, понятно. поэтому не факт, что он бы мог там принести какой-то пользы. Но вот то подписание, которое произошло с твоей стороны, типа было, ну, окей, нормально, молодцы, или зачем вообще брали? Ну, знаешь, в любом случае, я очень чутью Анатолича вот доверяю. Он много рисковал. Не всегда получалось, Как с но Кежманом. в большинстве случаев он угадывал. Вот, да, там были моменты, где, как Миша Сиваков, вот этот год, когда мы там Карабах не прошли, или кого там? Караганду, да. Да, вот в этом моменте не получилось. И надо было, да, действительно, там давление и на игроков было, там, ищите. Нам не надо для чемпионата Беларуси столько. Это все было, да, и урезали. Но были моменты, когда он угадывал. Вот подписывали, там раз проходили, и в группу зашли, и тоже Баварию обыгрывали, и до этого там, знаешь, многих других.
Саш, ну ты, получается, приходишь в команду, у тебя уже колено полностью прошло. Я правильно Куда, в понимаю? БТ? В БТ, когда Нет, пришел. нет, нет. Все равно еще мучился? Ну, оно побаливало. Так сколько ты еще после операции мучился? Года Ну, 3, где-то, получается? вот смотри, Бирмингем это какой год? 10-й, 11-й. 10-11, да. Ну вот, считай, конец, да, там 2 года где-то вот. То есть примерно до 13-го, да? Да, где-то до 13-го года вот побаливало периодически. А раньше нельзя было прооперироваться? Или у тебя просто не мучило колено? Нет, ты пойми, мне мениск сшивали. И я из-за испанцев упустил этот момент, надо сразу было начинать реабилитацию. А испанцы мне там месяц отдохни, а там, знаешь, а мне наступать нельзя было этой ногой вообще, там месяца 3. И говорит, вот просто ходи на костылях и все. И у меня настолько мышца атрофировалась, что ее надо было восстанавливать. Из-за этого восстановительный сам процесс, он увеличился. И если бы я в Германию не поехал после Испании, чтобы там в клинику баварскую, доктор главной Баварии, вот ее открыл, и там начал восстановление. Если бы я еще этот момент упустил, я бы не знаю, там сколько потребовалось, чтобы прийти в себя. И вот благодаря этому, и потом уже сам там упражнения все эти там надавали, и, короче, да, долгое время заняло. И вот это такой момент. Не знаю, с чем связано, что это вот болело так долго. Победа над Лилем и Баварией. Да. Ну и в первую очередь там Бавария. Конечно, то есть команда, в которую ты мог перейти, команда, в которой, да. наверное, и были знакомы, возможно, или тогда уже... Не, были, конечно. Да, и вот, получается, вы выходите, команда, которая... Я помню, даже тогда писали, что Бавария отказалась выходить на разминку, что-то такое, на тренировку. Они тренировались в Краун-Плазе на верхнем этаже, что мяч попинали, они были уверены в победе. На верхнем этаже? Ну, какая-то там такая история была. Вечером ты... Типа в Нексте, наверное, да. Ну, я думаю, там тренировались, скорее всего. Вот, и, получается, выходит как будто с недооценкой команды. Ну, конечно, недооценка была 100%. Но Глеб в БТ, ну... Да, но, ё-моё, они же все равно, Глеб-то, это же не один человек. Не, на самом деле нам реально тоже фартануло. Забей не первый гол, когда там Лихова обокрали. Катком бы прошлись, мне кажется, и забылось. И не заметили бы, да? Да. А тут вот так, знаешь, вроде так немножко. Они такие росли, думали, сейчас еще моменты появятся. А тут немножко огрызаться начали, тут моментик раз, полетели. Не, ну тогда, знаешь, ребята такие все боевые были. Ты знаешь, характер. Не было такого, там, знаешь, Баварии уступили там в борьбе. Всегда вот со всеми на равных и даже где-то превосходили. Немцы, наверное, немножко так в шоке. Они чуть, наверное, хотели собраться во втором тайме, но, знаешь, тяжело, когда ты так расслабленно. Ну, выстояли, забили. Ну и ты рисовал тогда, я помню. Старался, ты же знаешь. Когда есть мотивация, вот кураж, и мне всегда нравятся, знаешь, вот эти вызовы. Я же подписывал с БТ чисто под Лигу чемпионов в основном. Чемпионат Беларуси, по большому счету, меня вообще не интересовал. Ну, какая мотивация? Ну, при всем уважении. В тот момент, я имею в виду. Когда вот Ну, типа с Сыслачью ты уже замотивирован был, да? Что там? Вообще, блин, нереально. Мы там планы грандиозные рисовали. Так, этих там выходим туда, обыгрываем тех. Да. Нет, это уже, честно, я уже заканчивать хотел там. Когда БТ этот последний сезон, он так вообще уже, в принципе, особо так и был и неинтересным. Да ладно, это потом мы тогда уже... Еще даже... Давай мы вернемся. Да, это так, знаешь, что, отсылочка да. была, Давай, типа, да. к мотивации чемпионата Беларуси. Да. Бавария, вот, типа, Лига чемпионов, тебя подписывают под Лигу чемпионов. Да. Соответственно, и это тебя мотивирует. Да. Отношения внутри команды. Чувствовал ли ты, что пацаны немножко там ходят, посматривают на тебя? Или, может быть, они, наоборот, хотели как-то узнавать что-то, общаться с тобой, там, расспрашивали? Посматривают в каком Ну, типа, плане? ой, ну, как вы на месте сидели там, знаешь, такая видел? Да нет, я же рисует? абсолютно открытый. Я никогда себя ни по-пижонски не вел и в коллективе на равных с ребятами был. А история с опозданием с Филипенко на тренировку? Штраф на двоих? И штраф на двоих. Ну, милиция нас остановила, да, было. Нас выгнали из манежа. Было. Да, и какой-то штраф дали, но мы там бегали еще. Не, штраф, по-моему, дал Гончаренко тебе, а ты подошел к Егору. Не, как в смысле мне дали? Опоздали вдвоем, как мне.
Что-то Нет, я там не Егор помню. рассказывал, что тебя ждал долго, пока ты собирался. Вы приехали, там Ну, какая-то... несет, 5 минут роли не сыграла. Там милиция реально остановила. Да, там это штраф копейки. Я его и заплатил. Что там? И момент, смотри, с Виктором Михайловичем. То есть какое отношение было к тебе со стороны тренера? То есть было полегче, ну, понятное дело, там типа тебя сильно не гоняли, понимали, под какие условия тебя берут и кто ты такой? Или все-таки ты со всеми, ты с командой, отвечаешь за все результаты? Первые эти разы, когда в БАТ приходил, наоборот, Михалыч мне абсолютно там доверял, и я вообще к играм готовился практически сам. Там сам выбирал, что мне надо там поработать над взрывной скоростью, шел там на песок, там прыжки, там эти разные беговые, вот эти все выполнял. И с командой там работал, когда, в принципе, ну, уже чувствовал более себя как уверенно физически. Я же все равно пришел в команду не готовый, ну, что там пару раз потренировался. Тут задачи таки надо решать. Конечно, по ходу вот этого всего вот, там, сезона набирал. Понятно, что мне надо там 2 недельки реанимировать себя, и все будет нормально. Ну, по-хорошему, ты колено восстановил. В тот момент у тебя все Ну, было я неплохо. закачивал, да. Я его закачивал. Вот там, может, Вольтарен перед тренировкой всегда принимал, знаешь, чтобы немножко, вот, чтобы вообще даже там на подсознании не чувствовать какого-то дискомфорта. Мне знаешь, какой вопрос? Как думаешь, если бы вот не было этой травмы, ты бы смог вернуться все-таки вот на тот прежний уровень высокий? Если бы вот этой травмы не Да. было, думаю, да. Думаю, да. И там в любом случае там и звонки были, там не то, что предложение было, там разговоры начались, что вот знаешь, там клубы европейские. Не хочу сейчас называть, потому что, знаешь, связано это, травму получил, и там уже все это прекратилось. Вот. А все понимали прекрасно, что ну, просто ошибку сделал при выборе команды, ну вот этот переход. Все, там вот мне звонили с разных клубов, там и спортивные директора, что... Санечка, ну бывает. Ну. Это про Штутгарт, да? Это про Нет, Бирмингем. Бирмингем. Про Бирмингем, да. Да, Мгм. да. Ну, короче, так. Ну, из-за травмы вот так получилось. Ну что, у нас получается Конеспор и Генчлер Берлиги, всегда обожаю То есть называть Турцию такое. можем вместе, наверное, взять в данном случае, да? Абсолютно вместе, там быстро. Просто вот смотри. Тут выиграли, там выиграли. Конеспор, И к БАТ дальше. ты переходишь из БАТ в Конеспор, и у тебя на самом деле как будто была перезарядка такая. Ты неплохо провел время, тебе дали капитанскую повязку, ты отдавал и забивал. В общем, хорошее было время. Вот. И что потом дальше случилось? Вернулся. Почему нет? Это не началось. Ты потом сменил команду, перешел в Генчлер в Берлиге вот эти вот. Да, Я было, не да? знаю, как произносит. Как, Да, ну, сложное название, сложное, да. А, как да, ты, да. а можешь ты сказать, как называется команда? Генчар Берлига. У тебя хорошо А ты по получилось. слогам просто. Я раньше тоже... Генчер-Берлиги. Да, 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 да. Гей еще какой? Генчлер-Берлиги. У тебя хреново получается. Коню это перешли, там, знаешь, и мы приехали. На самом деле я даже не знал, что это, наверное, самый такой верующий мусульманский город такой. И мы ночью приехали, и так все горит. Знаешь, Нью-Йорк. Знаешь, с отеля. Когда проснулись, это все мечети. Знаешь, высотки эти, да, шпили. Минареты. Да, и музыка, и все. Вот это, знаешь. Поют постоянно, да, ведь Ну, микрофоны. И 5 раз в интересно, день, да. думаю. Ну да, и, конечно, так сразу, ну, как-то... Поднапрягся Ну, немножко. поднапрягся, конечно. Вот. Ну, хорошо, что там, знаешь, тоже коллектив очень хороший был. Тренер такой, знаешь, вот и очень напоминает. Это который Эмоциональный. несут бокал, Бокал, да. и он тебя с собой забрал потом в Генчер-Берлиги. Да. Я тебе говорю, он вот Иосич, турецкий такой вот персонаж. Эй, да, блин, знаешь, вот это мотивация, да, это. Знаешь, вот это тактики не надо. Вперед! Да, и летим. Коршуны. Не, ну он реально был копия. А там мы вот познакомился с Гекосом. Это грек. Знаете его? Ну, Блин, что, в нет, греческой слышал, сборной, сборная это что, Греции, да. в Ливеркузене играл, блин, там, я не знаю, Я там, угадал. в Англии или где он там. Ты просто сказал, да? конечно, просто Да посмотри. не, ну, конечно, слышал Гек. Не. Такой забивной. И парень хороший, и реально там колотил. А в турецком чемпионате вот задержки по зарплатам это как в порядке вещей. Ну просто. Вот. Месяц-два это как у нас 3 года. 3 дня. Вот у нас. Ого. А там месяц-два, как нормально. Даже эти топовые клубы. Галатасарай, Фенербахче. И тут у нас 4 месяца задержки. Ну, там сидим. Ну, и как бы, знаешь, спокойно
А Геккос такой: ребята, нет денег, нет Геккоса. Мы на тренировку выходим, а он на балкончике сидит на базе, сигаретку курит и кофе. Говорит: Алекс, да иди сюда. Говорит: ё-моё, ничего, бесплатно тут я играть буду. Ну, и в итоге президент нас двоих вызывает. А ты пошел к нему посидеть? Тоже? Нет. Ну, я улыбался, но я думаю, как-то не солидно. Я там относился хорошо как бы и к турецким ребятам, футболистам. И капитан из уважения. команды. Да, капитан еще. И из уважения как бы... Не, в тот момент, когда вот это нет денег, нет Геккоса, я был не капитаном. И в итоге, просто с ребятами, понятно, что там уже не выкладывался, но все как бы иностранцы думают, полгода скоро пройдет, и мы... потренировались. Но в итоге через пару дней президент нам звонит, мне и Геккос: вам двоим заплатим завтра. Я говорю: другие пока подождут. Самое главное, тот момент, когда мы возмущались на собрании, турки говорят: мы же профессионалы, турецкие ребята. Что мы, ради денег, что ли? Мы профессионалы. Надо выходить и играть. Знаешь, нам уже заплатили. Проходит еще 2 недели. Турки тоже уже, ребята, начинают возмущаться. Уже мы с Геккосом: ребят, мы профессионалы. Надо серьезно входить и относиться к делу. И турки на нас: что с ними случилось? Хорошее время тоже, куча удовольствия. Конечно, там атмосфера на стадионах сумасшедшая, особенно эти топовые клубы. Да. Но в Коне тоже очень много, потому что, в принципе, кроме футбола, там развлечений особо такой не было. И, по идее, там, когда новый стадион построили, вообще вау. Было сперва на старом как некомфортно было. А почему ты ушел среди сезона в там тренер вид поменялся. Тренер поменялся, пришел там какой-то тренер, он такой какой-то конфликтный был, какой-то агрессивный. Он не только там что-то орать, конфликтовать с игроками, искать виноватых. Я думаю, да зачем напрягать? У меня как бы с президентом клуба хорошие отношения. Я говорю: давай не буду ругаться, там есть предложение, давай я туда. Но они, конечно, они спокойно говорят: Алекс, извини, у меня что такая ситуация. Я говорю: все нормально. И ушел. И ушел за тренером, за Бакалем этим, да? Да. В какую команду, Миша? Нормальная команда. Анкара, говори. Там, правда, несколько игр. Да. Не, в Анкаре тоже, я же туда-сюда так ездил, как, знаешь, в отпуск. Вот так. В Минск. Батэ, Турция. Да, Батэ, Турция, Турция, Минск. Но при этом ты в Батэ уже играл очень мало, я так понимаю. Не, в какой-то момент, я думаю, там сезон 2, наверное, последних, да. Ты там сильно уже не переживал, я так понимаю, да? Не. Там сколько, там больше это Дулуп и Бага. Еще был Ермакович, это сезон 15-й, это Рома Байер, наверное, Атлетико. Не, там все равно что-то играл, или вообще что ли не играл? Не, играл еще. При Ермаковиче 12 матчей. Видишь? Смотри, с Ермаковичем играл, там Лига Чемпионов как раз была. А вот Дулуп и Бага там уже не сильно. Ребятки как-то по-другому устроили рисунок игры и команду. Поэтому я не стал. Чем мне ссориться? Спокойно я уже воспринимал там. Я просто даже там с Дулупом и с Багой мы разговаривали. С Дулупом меньше. Дулуп там недолго был. Да, Дулуп 8 игр выиграл, потом проиграл что-то в ничью, проиграл кубок, проиграл тогда. Да. С Лешей просто разговариваю, подходит, он мне говорит: Саня, я в этой игре не планирую тебя выпускать. Я говорю: окей. Я говорю: тогда мне смысла нету, куда-то ехать. Вот и все. Конечно, хотелось там все просто сидеть. Я говорю: Леша, я тренировался, как и все, подходил к тренировке профессионально, но он мне сказал один раз: следующая игра будешь играть. Игры не случилось опять, он меня, тут вот такое. Я такой понял. И все, больше не подходил. Просто, говорю, предупреждай, не рассчитываешь, все. Смысл мне там, знаешь, ездить на автобусе по Беларуси, если тебе тренер сразу говорит, что вообще играть я тебя не планирую выпускать. И все. И в момент какой-то я такой думаю: ты что мне тогда ездить? С Капским встретились, с Андреем, поговорили. И я все, и ушел без скандала, без ничего.
Саша, скажи, а это еще, если вернуться чуть назад, Да. правда было предложение из Минского «Динамо» по поводу Лиги Европы? Тогда они вышли как раз, и чтобы ты их усилил? Или не помнишь такого? Не помню вообще такого. 15-й год. То есть их первый выход. Или Вообще не второй помню. вроде выход. С «Динамо» вроде никогда не было. Не, ну может разговоры-то были, знаете, где-нибудь. Там кто, но, Чиш может... был еще? Да, еще был Чиш, но может не дошли. Не, может, чужую что-то сказали, там, знаешь, какую-то идею, что-то Да. разбрелось, а мне никто ничего не говорил. И еще по поводу все-таки Лиги Чемпионов. Ты успел поиграть с Батэ в Лиге Чемпионов. Пускай там уже не был основным игроком, но это тоже... Подожди, в смысле не было основным? С Багой, что ли? Нет, это был да Баги, Ермакович. с Ермаковичем. Это вот как Ну раз как? Барса, Рома, Байер. Ну, я же там какие-то игры играл. Ты играл, да, но уже был больше игроком ротации, я про это говорю. Ну, я, честно, не помню. Помню, что играл, да где-то на замену выходил, где-то играл в основе, потом меняли. Ну, не помню. Да, потому что Меня здесь интересует же игра все с равно Барселоной. брали А? под Липочку. Меня интересует игра с Барселоной. Там какие-то все-таки еще оставались эмоции, чувства команде этой. Это же последнее заключение сезона, наверное, было. Понятно, что там приехали, конечно, эмоции были, знаешь, и реально как трибуны, фанаты приветствовали, было действительно очень приятно. И ребята, как, знаешь, отнеслись там обнимать, там, было здорово. По игре каких-то там ожиданий не было. Совершенно. Вот сейчас вот я готов. Вот именно вот сейчас. Сейчас соберемся, Да-да-да-да, посмотрим пацаны. ролик про фламинго Да, и да. выйдем. А сколько Да. там, 0,5 или сколько там было? 0,4? 4, наверное. Там же и говорили, что типа вроде как Барса даже где-то остановилась уже. Ну, то есть забили свое, сделали и уже Это не из летели уважения к вперед. Саше, скорее всего. Ну да, я говорю, Саша поговорил с ребятами. мужики, блин. Типа, с тобой, пацаны. Ну, конечно. Саш, слушай, ну вот хоть какие-то теплые эмоции к Камп Ноу у тебя до сих пор есть? Или ты так и не... так- Стадиона нет, но эмоции есть, может. Ну, то есть... Не, ну сама Вот я, когда мы туда поехали, честно, я не ожидал, что вот так вот все будет, вот как было, я имею в виду. И приняли хорошо, и вот это все. И, конечно, это, как знаешь, такая теплота вот в этих отношениях фанаты, игроки. Ну, они сыграли какую-то роль, как-то, знаешь, не ожидал. Думаю, ну, приеду сейчас, ну, сыграем, уедем. Но у тебя же была еще похожая история потом с Арсеналом, когда приезжал на уже... Да, Да, на Эмирейтс уже Да, на новый стадион. Точно. То есть Видишь, там-то было еще помощнее. проехался по местам славы. Вернулся, там, так сказать, да? Пацаны, Попрощался. я еще тут, и вам спасибо. Это вот как да. Сиваков говорит, Оренбург не дал попрощаться, а ты видишь, еще и смог. Да. Ну, если Видишь, честно, это до слез. Мне фартануло больше, чем ему. В целом в В жизни. целом. Не, Пройтись. Саш, ну вообще это история, и то, как тебя встретили на Не, уже не, Эмирейтс, приятно да? было. На Эмирейтс, да. Это было топ, конечно. Ну, Смотри, но здесь есть еще предыстория, потому что Батэ вышел на Арсенал в Мгм, группе обыграли, тогда, и ты хотел, ты даже, говорят, просился, да? Не знаю, это не в это, просился. это не в этот. Да, это предыстория, до то есть этого. раньше. Да, до было, этого. было. То есть вот расскажи, пожалуйста, вот Батэ попадает в группу на Арсенал, и ты сам предлагаешь Анатолию Анатольевичу тогда еще вернуться в команду? Да, я Анатольевичу и Ермаковичу даже звонил. Ермакович был тренером. Мгм. Да. Я, сидя на рыбалке, жеребьевку посмотрел и да, набрал. Я говорю, вот, Анатольевич, просто вот ради там 5 минут, я понимаю, что это, знаешь, как-то такой просто спонтанно-эмоциональный такой момент, знаешь, сказал. Там как подали потом, это уже другое. Но на самом деле просто, я говорю, я в форму приду, вот просто хотелось, такое желание было. Там еще что-то завелось, это спорить, это в прессу вылезло, вот это все пошло, это настолько так как-то Он грубо тебе грязно, ответил мерзко как-то, да? было. Или нет? Да. Не Анатольевич. Нет, типа, И не- как будто, вот как я сейчас сказал, ты сам попросился, когда вот это особенно в тексте Это выпадает нет, это в даже не газету. Анатольевич, это был Саня Захарченко, вроде его партнер. Вот с ним. Не, у нас сейчас нормальные отношения, все. Да я прекрасно понимаю, что я просто, знаешь, это вот, я понимаю их реакцию, отношения, что вот просто закончил карьеру, не играю, и тут позвонил, вот свои только желания, это интересы им рассказываю, что надо сделать. Ну да, немножко так смешно со стороны, конечно. Но через полгода ты все-таки оказываешься в Батэ, вот в чем прикол. Да, видишь? А вы как-то потом после этого с Анатольевичем обсуждали этот момент?
Не, ну, конечно, поговорили, это понятно. Анатольевич относился с уважением, наверное, не мог сказать то, что Саня Захарченко сказал. В принципе, он так, знаешь, на себя эту функцию взял. Да, это было немножко так не по злому, так, знаешь, как-то вот так холодно так все это. Все, нет, и типа... У нас нормальные отношения до этого были, и вот такой момент, и как-то это немного задело. Ну, может, тоже какие-то, знаешь, амбиции свои, что-то... Хотя, в принципе, я был неправ, если по большому счету, знаешь... Сам позвонил? Да, ну, сам позвонил, тут, ребят, берите меня, я тут вот хочу сыграть 5 минут. Знаешь, это как там Гвардиоле, парень, короче, 5 минут мне оставьте. Вот, я вот буквально дай мне месяц, я сейчас форму наберу. На 5 минут. Ну да, это согласен, что это я уже там что-то чуданул. Ну, какие-то Ну, знаковые послушай, вещи с Арсеналом у тебя на рыбалке происходят постоянно. Знаешь? Ну ты уважаемый Рыбалка человек, неотъемлемая почему нет? Я часть. вот не вижу, честно говоря, что-то плохого в этом. Так я тоже не видел этого плохого. Я же там, я говорю, если не приду в форму, не надо. Я говорю, ну приведу себя в форму. Знаешь, тоже там, знаешь, мотивация, уже удочки где-то валяются, там плавают. Разминку делаю. Да. Чистота? Как есть. Ну, был момент и был. Была обида тогда? Было. Да не на Толича, не на Саню Ермаковича. Вот на Сашу Захарченко вот была обида, вот что вот так, потому что у нас, в принципе, нормальные были отношения. Но потом вот уже там спустя время там встретились, переговорили, я как бы и понимал его, что он говорит, ну мне Анатольевич вот доверил, говорит, вот ты сам скажи ему, знаешь. Я такой, так ты мог сказать по-другому, он говорит, ну, а по-другому ты, говорит, может, меня убедил, знаешь. Ну и короче, ну, нормально все. Насколько плотно вы общались в этот вот последний твой приход в БТ с Анатолием Анатольевичем? Уже не было таких отношений, как раньше, теплых. Такой чисто рабочие вот, моменты. Просто и сам Даже Анатолий- иногда там, даже часто, наверное, спорили. А вот история, как раз-таки вот этот 18-й год, получается, Батэ как будто начинает перестройку и берет Дулуба тренером, то есть первый тренер, который как бы не из семьи, как будто попытка что-то изменить. С тобой было какое-то общение или нет? И твой приход в команду – это инициатива Дулуба в данном случае? Потому что ты уже приходил сюда, и тут как бы, ну, обычно приходил уже под Лигу чемпионов, если выходили, а здесь ты приходишь в марте даже, то есть под начало сезона. Ну, видишь, поиграть захотели, как-то пересеклись, встретились где-то вот, и поговорили, он, давай, ну, все. Вот так это возникло. Потом встретились с этим руководством клуба, и все, поговорили, подписали. Может, я просто хотел еще немножко поиграть Доиграть, в футбол. типа, да, пока не доиграл. Что-то, да, подвигаться. Взаимоотношения с Дулубом, потому что команда его в целом, как говорят, не приняла, и он быстро ушел. Рабочие. Вот просто рабочие. То есть ты не влезал вот в эту, Не. эмоционально не Вообще пытался, не влезал, да? вообще. И то, что травмированные не могли тренироваться с командой, тебя это нисколько не смущало? Или ты уже не помнишь этого момента? Вообще, честно. Как-то приехал, там, подвигался, уехал. Я как даже не воспринимал. Да, там движухи какие-то были, споры, и там это так, отголоски, что этот тренер не подходит, что-то такое. Ну, я уже за карьеру столько всего, как бы для меня это. И как раз вот твой выход на Emirates в ответном поединке. После того, как 1-0 прибили Арсенал здесь. Ну, как прибили, выиграли. Вымучили, да. Как угодно здесь можно говорить, но в любом случае счет на табло. Да. Из Англии с тобой связывались, спрашивали, что это вообще, как это Батэ смог выиграть Арсенал? Связывались, конечно, рассказывали, но, честно, они прекрасно видели, на каком поле мы играли. Ну, Борис Фарен, новый стадион. Не, на стадион, да, не видели. поле. Нет, там это просто было болото. И, конечно... Я видел лица, и с Мхитаряном это разговаривали, он говорит, это просто жопа, говорит, блин. И в итоге, ну, понятно, конечно, это сыграло нам на руку, да, выиграли. Ну, знаешь, такие моменты, где-то что-то, вот, Ну, как это помогало, да. где-то с Баварией тогда. С Баварией, да.
С тем же Лилем. Не, ну с Лилем, кстати, блин, мне кажется, настолько убедительно была победа. Нет, там как будто посерьезнее. Да, всё да, было, да. С по Баварией времени. понятно, что тоненько пропустили первые, нас бы вшатали. Вот забили, и, да. Но достойно смотрелись. И вот твой выход на Emirates, когда Да. ты приехал в Лондон, когда ты, не знаю, ты до этого играл, кстати, на Emirates, на новом стадионе? Или только на Хайбере Или играл? ты, ну, Конечно, играл. Конечно, играл. Сезон же целый. с Два, Бирмингемом, да. Два. Я ж только первый год на Хайбере, а потом 2 сезона на это Emirates. уже Emirates? Я думал, Конечно. с твоим уходом только Не, один построили. год только был на Хайбере. То есть, ну, когда уже выходил на Emirates, то есть приехал туда, как ты знаешь, все это идешь, стены. Не, ну вроде бы. ностальгия, конечно, ностальгия, там смотришь на себя, там все нормально. Не, ну себя, ну висят же плакаты какие-то. Есть. Не, прикольно было. Ну, просто вот ностальгия, реально, приятно. Понятно, что в клубе уже практически там... Немного осталось Немного, человек, да? там, да вообще практически никого. Кто там был? Там никого и не было. Наверное, Там никого и не фотограф, осталось, наверное, да. только остался, а так все новые лица. Поэтому там не было такого, чтобы и заплакал, там, знаешь. А вот просто ностальгия, что стадион, фанаты, вот это. И еще и встретили фанаты тебя очень И классно. встретили, да. Ну, ты, наверное, ожидал, да, то, что именно так тебя и встретить? Ну, в Арсенале, да, ожидал. В Барсе не ожидал. В Арсенале, как бы, ну, ожидал, столько, знаешь, и провел, и столько дал, и как бы лидером был, как бы, что не говорить. Не, ну за Арсенал никто тебе ничего не Ну, скажет. а Никто что, не скажет. предъявляют за Барсу тебе, да? Типа играл мало, ну, Да, в смысле, в Барсе. Ну, что ты тоже играл, да, в футболист, Барсе, блин. да. Ладно, знаешь, я не знаю, где, блин, вот в Генчарберлиге играл мало там, да. Хорошо произнес, кстати. Очень Да, да. Не, везде там, знаешь, где-то вот кто-то в каждом клубе с кем-то вот было интересно, скрашивал всю эту вот атмосферку. Там и Полицевич же с этим Генчарберлиге Да, вместе, да. точно. Можно сказать, я его и строил. Подожди, стадион? Нет, Я его строил Сергей стадион. Полетев Не, Сергей говорил, что ты... рассказал другую историю. Да, другую историю он рассказывал. Так. Ну-ка, давай, Витя, оформи. Я не помню. Это значит, Нет, он говорит- это значит, человек так благодарен, что нашел Абсолютно. работу в Рассказываю Турции. историю, как мне рассказал, как нам Как рассказывал Сергей рассказывал, сидя у нас. Он сказал про то, Да. что вроде бы позвонил тебе, что Так. ты замолвил словечко какое-то Так. за него. Ты подошел, у тебя спросили по поводу полицейского, это какой-то, ну, типа, нормальный. Ну, такое, типа, Вот вскоре. так рассказал. Ну, что-то такое, да. Я пересмотрю передачу. Он поспособствовал переходу Александр Глеб. Насколько это правда? Он до сих пор мне говорит, что он поспособствовал, но как я знаю историю, хотя он мне говорил, что нет, что из-за него я практически сюда не перешел. Так что был такой момент, типа, когда мне что агент звонит, говорит, типа, что, ну, типа, вот Глеб, типа, ты набери ему и скажи, потому что к нему подошли, и был такой слушок, типа, мой агент звонит, что ему сказали, типа, это, он говорит, да, обычный футболист, типа, такого. Пересмотрю, слушай сюда. Ко мне спортивный директор подбегает и такой, вот, говорит, знаешь такого Полицевича? Я говорю, да, знаю. Я говорю, в «Динамо Минске» играет. Вот, говорит, он здесь? Или он... Ну, говорит, вот предложение, хотим брать, берите. Тренировка заканчивается, я захожу в кабинет к этому спортивному директору. Там сидят какие-то 2 чувака. В итоге я понял, что это агенты были, ну, потом. И так сидят, ну, знаешь, тоже на турков похожие, я думаю, чай пьют, это как, может, работники, знаешь. И вот, я со спортивным директором стою, я говорю, ну что, я говорю, все нормально, подписали? Он такой, нет, не будем подписывать, говорит, зарплату просит очень большую. Я такой, блин, ну а сколько? Я говорю, сколько вы их будете давать? Они говорят, вот можем дать. Я говорю, давайте, он согласится. Вот так я сказал. Так а что мне, слышишь, его убирают, а я хочу, чтобы, блин, этот человек остался, потому что мне не с кем там говорить. Ну, и тем более земляк. Вот так и было. А потом эти, я не знаю, что-то, эти потом рассказали, что Глеб, типа, может, я не знаю, сколько там просили, но сам момент, что, наоборот, блин, я хотел, чтобы он остался. Ты что, блин, что там делать без него? Хотя он семейный уже человек был, там, ну, первое время на базе жил. Что делать без него, хотя я с ним тоже был не очень. И мы еще спросили про второй заход в крылья. Да, То есть был он такой такой. быстрый. Но там был Вадим Викторович Да. Скрипченко. Вот как тебе работалось со Скрипченко как с тренером? Потому что вы же играли вместе, а вот здесь он был уже тренером у тебя. Ну, очень эмоциональный, дотошный, очень любит свою работу. Как специалист, я считаю, что он сильный. Он такой, знаешь, он даже, мне кажется, вот в чем-то похож с Михалычем. Вот, очень много. Они такие оба эмоциональные, оба максималисты. Но, скажем так, не хочу назвать, помощник у него там был так себе.
Сейчас говорит, что исправился, но... И он как бы подливал все это, там, масло в огонь. Каждый негатив там на ребят что-то там нес. Ну, из-за этого возникали такие конфликтики небольшие. А так работалось нормально. А ассистент был белорусом? Знаю. Сейчас подумаю. Не буду называть. Ну, исправился, говорят сейчас. Но говорит, что исправился. Говорит. Я исправился, Саша, вот так? Я теперь Говорит, я другой другой, человек. я все осознал. Вот все, что раньше я творил, это все, вот, все, теперь я больше так не делаю. Да, так сказал? Самый неожиданный вообще переход – это Ислыч. Вот. Самый ожидаемый. Не, может быть. Все Нет, ждали, все самый ждали. ожидаемый Запад 3, то есть там О, постоянно, да. там, да. А вот Стас самый Соискал. неожиданный – это Ислыч. И почему Ислыч? Ну, это все спрашивали тогда, наверное. Почему Ислыч? Да. Жуковский, рыбалка Да сразу. я вообще, я Ну, всё, уже в БТ казалось бы. уходил, я думаю, все, устал вот эти разборки, ездить, ничего не надо больше. А да, с Виталиком Жуковским мы общаемся, дружим, Паша Плют, его помощник, и вот они говорят, ну, Сань, ну давай, вот давай, вот до конца сезона, давай. Причем там же сначала давай на Никто напрягать тренировочку не к будет. нам. Да. Не, вот просто приди, посмотри, вот как тебе, и все, давай. Вот до конца сезона. Вот как вот чувствуешь себя? А тебе самому тяжело было убивать себе футболиста? Ну, ты же понимал, что уже все. Вообще нет. На самом деле даже не скучаю. Вот просто вот настолько, мне кажется, знаешь, вот эти моменты сыграли. Где-то вот разочаровался в своих решениях, где-то получал удовольствие. Ну, в общем, знаешь, выводы такие сделал. И глядя на всю вот эту мотивацию, что мне приносило удовольствие, это все, ну, как бы там было. Вот это тот уровень, и понимаешь, что здесь ты уже этого точно не получишь. И как бы думаешь, ну, все, время пришло, возраст, там, травма, и как бы нету каких-то эмоций. Там все говорят, вот через полгода завоешь, там, захочется, там, ну, как-то очень так мягко, знаешь, спокойно и не тянет. Ну, плюс еще, знаешь, как бы закрылись вот эти гештальты. Приехал на Барселону, попрощался. На Эмирейтс попрощался. Сейчас только прощальную игру. Там, Да, прощальную дай игру бог, сделать. там успокоится все, и можно вот провести. И Ребята-то всё. готовы, я сейчас в себя приду, все, они там, знаешь, все животиком. Сейчас за месяц положу форму их так, наберу. знаешь. Ну, а то придут, ты знаешь, подготовленные. Но я помню очень хорошо, ну, это же 19-й год, это же чемпионат Беларуси на хорошем уровне. Ну, то есть, если вот говорить о последних годах, потому что тогда БТ, тогда Шахтер, тогда Брестская Динамо, тогда Минская Динамо. Ты про Ислыч говоришь? Да-да-да, когда в Ислыч играли. Ислыч То есть тоже вот неплохая 19 команда год. Я была. просто помню, когда я пошел на Маяковку, да, и тогда еще Ислыч играл на Маяковке, Да-да-да, если не где-то, ошибаюсь. Вот с Брестским Динамо и у вас реально с Милевским заруба. Заруба То есть, была? Да, заруба, что-то там даже потолкались, там в ноги С пошли. Милевским? Да, вот вы в одном матче сошлись, и как-то у вас там пару прям моментов такие, где у вас были столкновения. А, То ты есть- имеешь в виду в игре прям? Да, в игре. Не-не-не. я думал там... Не-не, там в игре, и причем, знаешь, кажется, что один уже как бы Старик, заканчивает, это что старик. второй, да. Чего вы там Да-да-да. боретесь? Ладно, пускай эти молодежь там Блин, толкается. атмосфера. Нет, ты знаешь, вот я тебе говорю, конечно, Брестская Динамо вот, и болельщики, это, блин, что-то невероятное. Я не знаю, либо там менталитет какой-то у Западный, людей совершенно другой. Да, вот как-то собираются просто. И приезжали, они же по всей Беларуси там катались, поддерживали огромной этой толпой. Это здорово, что если бы в Беларуси на каждой игре такая атмосферка была. Конечно. А в было бы Брестской нереально. Динамо не звали? Зайцев не звал? Он мне звонил, но, знаешь, он мне предлагал работу, работу предлагал, а не игрока. А Типа в клубе быть, да? в клубе, да. Что-то вот предлагал. Кстати. Помощника Марадона? Кстати, когда про Марадонну услышал. Да, да. Саша, я тебя Ну, приглашаю. услышал, Будь помощником что- Марадоны. Не, ну как бы прифигел, не прифигел, то есть, ну вообще. Не, я просто сразу понял, сколько туда, блин, Ну, финансов, да. да, мешков туда занесли. Так вот и помощник Марадонны. Ты понимаешь, Не. сколько тебе из этих Не, мешков это, будет? конечно, об этом, да, и пошумели, и такой момент, знаешь, везде был, и да, в Европе, в этих соцсетях. Тогда еще в чемпионат интернете. мира 18 года Да, выбрали, да. он же там сидел, расставлял схему, Да-да-да. где там. И знаешь, о чем Но подумал? сейчас? дорого обошлось. Ты сейчас просто заговорил про гештальты. А у тебя не было гештальтом поиграть за Минское Динамо?
Ты все-таки как-никак воспитанник клуба. Ну, вот когда травма была, какой-то момент был. Но Юрий Саныч-то чешет, мы же общались, ну и так друг друга подкалывали, как бы, и поняли, что навряд ли сработаемся. Я видел, как отношения, когда просто общаешься, когда, знаешь, ничем не обязан, так чисто, как приятели. А другой, когда ты на него работаешь. И я тогда, не, лучше так. Будем так общаться Да, просто. лучше так, потому что там сразу будет выяснение на повышенных. Не Один из завязались. последних вопросов, не знаю, вот уже после окончания карьеры работу прям вот такую предлагали в структуре? Может быть, планировал, не знаю, там, правильно ли баллотироваться в председателя АБФФ или в главу? Не, предлагали становиться работу главой АБФФ? и в Минском «Динамо» предлагали, и Федерации, в принципе, предлагали. Ну, в общем, предлагали. И сборной где-то, да? предлагали, да. Понимаешь, я сам вот закончил, я не понимал, чем я хочу. Я хочу заниматься тем, вот как в футболе. Я просыпался, когда утром, у меня улыбка на лице, я занимаюсь любимым делом. Я с удовольствием там выпил кофе, еду туда на любимую работу. И вот этого я хочу. Знаешь, у меня не горит там сейчас надо вот где-то лишь бы работать. Хочется найти то, что будет приносить ту же улыбку, то же счастье. И когда я буду просто вот ехать и отдаваться этой работе полностью. Я не знаю до сих пор, что я хочу. Тренерство, да, закончил курсы, но я понимаю, что это какая стрессовая работа. Это невероятно. Это все, это минус семья. Это будешь видеть ее, не знаю, только в отпуске. Ты там. Это день и ночь. Вот, и эти переезды. Ты же не будешь все время возить там, семью, знаешь, переезжать, там, школы менять. Это ж, в любом случае какие-то там, где-то останутся, а ты там поехал дальше искать себе. Ты же должен... тренера без работы, разговаривал с Виталиком Жуковским. Они там месяц не поработают, их колбасит. Это знаешь, как наркотик. Я думаю, блин, типа, с какого, да, как? Откуда? Я говорю, ты ж, наоборот, блин, сейчас типа, успокойся немножко, ну, пауза какая-то. Нет. И знаешь, это как реально их тянет. Вот это адреналин, эти нервы, стрессы. Это, знаешь, это радость от побед или там, знаешь, от неудач какое-то горе. Я этого не понимаю. И вот не знаю. И я разговаривал с Михалычем, просто говорю, блин, может, вот, знаешь, ты там останься, правда? Я говорю, мало ли. Да. Может, к тебе там на какой-то там, знаешь, на месяца, 2-3, вот подъехать, просто прочувствовать, посмотреть. Не поехать, ну, потерпеть, ну, значит, ну, там, не знаю, и посмотреть. Потому что, ну, блин, я себя, честно, тренером особо не вижу. Если вижу, то главным. Хорошо, Саша. Ну, и чтобы хорошие помощники. Ну, главой Федерации понятно. футбола. Вот почему-то многие хотят, чтобы именно ты был, чтобы ты представлял, и твое лицо представляло нашу страну. Да, я тоже этого хочу. В завершении переходим тогда к Блицу. Короткие вопросы, можно отвечать коротко, можно отвечать чуть дольше. Поехали. Пошла же. Итак, Саш, самый памятный матч, в котором ты принимал участие? Финал Лиги Чемпионов. Какой? Какой? Один. Нет, ну на втором же был. На втором на махал поле. флаг. Первый. Первый Арсенал Барселона. Да. Лучший стадион, на котором ты играл? Эмирейтс. Не Хайбери. Поверь мне. Хайбери. Самая сильная команда, против которой тебе приходилось играть? Барселона. Тут можно несколько, на самом деле. Какая? Так, тоже дам Это финал. спросить. Наверное. Скорее всего, финал Лиги Чемпионов. Были же Реалы еще, там, и Ювентус, там много кто был? Да, Челси, Манчестер. Ну, Сити же был у тебя, правильно? Не, Или Сити тогда Сити не еще не сложно такой был, было. да? Сити там такой был. Кстати, туда звали с Барселоны. Хорошие, кстати, бабки предлагали. Сити, да? Да, да. Когда он только строился, прикинь, я там... При Манчине, когда О, да, заходил еще. Там же... А чё не пошел? Ну, как ты знаешь, Барселона, Сити. Так и в Китай звали, там еще в разы лучше. А в МЛС было предложение? В МЛС тоже было предложение, только там, оказывается, система зарплатная, там как-то спонсоры какие-то, что-то там это... Угу. Теперь решил не вникать, да? Да, не. В итоге, да, хорошо, Манчестер Юнайтед, Челси, Барса, Реал, Бавария. Ну, просто топов назвал. Да, ну с ними реально сложно. Ну, я обычно просто... Я просто по времени, да. Экспандер. Да, я просто могу назвать команды, ты против них играл. Итак, лучший футболист, против которого ты когда-либо играл? Ну, Месси, по-любому.
Кто там еще? Роналду. Ну, давай перечислять. Криштиану, Роналдо. Иньеста, Хави. Если брать их титулы, то, конечно, Роналдо тоже входит. Просто смотри, против него легко было играть. Там Иньеста, Хави, Балак, Лам, не знаю, Балак. Швайнштайгер, там же... Не, я лучше. Тогда тут перечислять и перечислять. Да, то может, есть, в как твоих бы, глазах кто был самый сильный? Да. Ладно, Хави, оставим. Месси, Тири Анри. Я против него играл? Нет, не играл. На тренировке. И с кем играл или против кого? Против. Потом будет с кем. Ага. Потом, поэтому сохрани Тогда пару пальцев. уберем. Ну, блин, честно, так много игроков. Ну, брат. Против не брата играл, кстати. Кстати, играл. Он возил нас. Это не самое. Важно. Ну, ему приятно было. Ну да. Честно, тут трудно кого-то Да. одного выделить. Там Месси давай против него. Подожди, он играл против нас? Ну, ты Батей, Барселона играли. Там Он же- играл тогда в в одной финале? В игре. финале, нет? вот я не помню, что в Не, финале. вроде Нет, в не финале играл, его не было, играл. Точно в финале Роналдинho, не было. может, против О, него ты кстати. играл? Ой-ой-ой, молодец. Ну почему ты вот А как в конце Рональдинho, только кстати? начинаешь соображать? Мастер? ладно, Рональдинho я мастер? Ну, прям Да, как ты против чё? него сложно? Просто невероятно, я тебе говорю, блин. Те, бразильчики, конечно, что Рональдинho, что Рональдо, этот Зубастик. Но это вообще топ. Рональдинho, давай скажем так, да. Лучший футболист, с которым ты играл в одной команде? Месси, Анри, Калачев? Фабригас. С Беларуси тоже брать? Ну, давай кого-то из белорусов тоже. Хотя бы одного, да. С кем играл? Все заслуживают. Саш, слушай, а у меня такой вопрос. Вот как ты на него ответишь? Потому что многие считают, что два лучших игрока в Беларуси было. Это Белькевич и ты. Кто сильнее, ты или Белькевич? Знаешь, начинает. Я считаю, мы разные футболисты в плане футбола. Мгм. Он так больше, знаешь, такой распасовщик, а у меня и то, и другое. Получается, ты... А ты хорош. Вот это подводочка была. Да, есть вопросы еще? Нет, да, еще есть. Лучший А вот как раз, да, вот кроме Александра Глеба. Ну, я так понимаю, что ты бы Белькевича выбрал, да, если бы... Не, ну лучше. Не, в истории, конечно, кроме тебя. Беля, так я тебе скажу вообще по истории белорусского футбола, я имею в виду даже суверенного, очень достаточно хороших, сильных футболистов было. Тоже Беля, тот же Кут, Ромаха, Калач, ребята, которые вот добивались там не слишком талантливые, скажем так, но за счет своего вот желания, это Серега Корниленко, это Корыська, Миленчук, Живнов по вратарям Юрка тоже. Живнов. Ну, блин, знаешь, я упустил вот чтоб список. Саня Кульчик, какой футболист был вообще. Ромащенко. Ты что, невероятно. Сказал, Макс да. Ромащенко, я говорил. Ну, достаточно, очень много ребят, когда, знаешь, ты смотришь, и от них что-то зависит, понимаешь. Что-то умеют, и не просто так. Это банда Эрик Ехимович, Лаврик, Гуря, Вячеслав Глеб. Славка. При всем при том, я тебе говорю, за сборную, Свен. у него показатели, блин, одни из лучших. Третий бомбардир сборной, кажется. Ну, прикинь, а если бы не валял дурака? Поэтому жалко. Вот сейчас, знаешь, возвращаешься к этим моментам, понимаешь, что, блин, какие же мы балбесы, что с таким составом. Ну, ладно, это история. И последний вопрос. Не, предпоследний, я еще последний. Да, предпоследний вопрос. Когда, на твой взгляд, сборная Беларуси выйдет на топ-турнир? Провезем здесь? И как хозяева автоматически попадем. Ну, ты, конечно... Я раньше говорил, надо быстрее проводить, ё-моё. Быстрее попадем. Не знаю. А ты знаешь? Кто знает, ё-моё? Витя. Наверное, это тайна, знаешь, как эти масоны, вот это все, это, знаешь, эти имена-то, вот то же самое, сборная Беларусь. Тяжело предугадать. Ну и был вопрос, Глеб или Белькевич, ну и у меня вопрос, настоящая легенда Арсенала, Глеб или Аршавин? Не, к Андрюхе с уважением, ты уже про себя что-то говорить, знаешь, что я лучше там или хуже. Ну, это нелепо. Очень достойный футболист. Мы с ним не играли в одной команде. Когда он переходил, вы как-то общались, или он, может, спрашивал что-то? Когда он переходил в Арсенал? Не. Мы же с ним общаться начали только когда встретились, там, где-то встретились уже после там карьеры, наверное. На съемках, типа, где-то? Ну, где-то вот пересеклись и начали там общение. Тебя же в Кайрат в свое время звали. Тогда он как раз в Кайрате, наверное, и был, да? Да. Не, Вы вот, тогда могли в одной команде поиграть. Я точно помню, что тебя тоже звали туда. Да, мы там, наверное, первый раз встретились. Ну, так, лично. Точно, в Кайрате. Но вместе так и не поиграли. Не договорились.
Ну ничего, это нормально. Ничего страшного, да. Да, познакомились. Ну что, друзья, на этом наш выпуск подходит к своему завершению. Саш, спасибо большое, Да не за что что, ребят. дошел к нам. Спасибо большое, что мы тебя увидели. Ну и, собственно, несмотря на то, что, понятное дело, были те вещи, которые ты уже рассказывал, были Да, новые да. вещи, которые будет интересно посмотреть всем. Спасибо. Согласен, ребят. Все остальное вырежем. Итак, дорогие друзья, мяч с автографом Александра Глеба с подписью с номером 13 отправится тому, кто выполнит условия, описанные в закрепленном комментарии к этому выпуску. Друзья, оставляйте свои комментарии и выигрывайте мяч Лиги Чемпионов от победителя Лиги Чемпионов. Да, переводите деньги, ребят. Спасибо большое, что нас смотрите. До встречи на банке. Всем пока. Спасибо.